Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые любители спорта. Национальная вещательная компания «Саха» возобновляет работу с 11-го международного турнира по вольной борьбе Гран-при Дмитрий Коркин. И второй соревновательный день вашему вниманию в прямой трансляции. Сегодня мы увидим схватки в 5 весовых категориях в утренней программе. Ну а вечером финалы первого соревновательного дня. Мы знаем, что два якутских борца вышли в финалы в своих весовых категориях. Ариан Тютрин в весовой категории до 57 килограммов и Виктор Рассадин в категории до 65 килограммов. Я думаю, что те борцы, которые видели наши соревнования, кто смотрел за трансляциями, остались довольны этими соревнованиями. Очень яркие, очень красивые, зрелищные схватки мы увидели в первый день. И, конечно же, полуфиналы, которые запомнятся, я думаю, что надолго. И стали, конечно, настоящим украшением наших соревнований. Ариан Тютрин выиграл в полуфинальной схватке у японского борца Араи Рикута. И Виктор Рассадин одержал победу над казахским спортсменом Саятбеком Акасовым. Ну и сегодня у нас, опять же скажем, 5 весовых категорий начнут буквально сейчас свои схватки. Весовые категории до 61, 70, 79 и 92 килограммов. Мы увидим сегодня также и выступление олимпийского чемпиона Сослана Рамонова. Увидим борьбу в тяжелейшем весе 125 килограммов, где будут выступать два призера Олимпийских игр. В общем, очень интересные сегодня тоже расклады турнирные. Но я думаю, что все любители вольной борьбы будут внимательно сегодня смотреть за схватками. Ну и давайте начнем. Уже спортсменов вызывают на ковер и начинают схватки. Перед вами Леван Митревели. Это утешительные схватки первого соревновательного дня. Весовая категория до 57 килограммов. Леван Митревели в красном трико, Испания. И его соперник Тамир Гармаев, Россия, Бурятия. Оба борца проиграли нашему Ариану Тютрину, и сейчас они будут сражаться за выход в малый финал этого веса. И очень красиво сейчас начинает схватку Тамир Гармаев, бурятский борец, молодой парень, который уже зарекомендовал себя с лучшей стороны на юниорских первенствах, и сейчас очень неплохо себя показывает и во взрослой борьбе. Конечно же, он приехал сюда с надеждой на призовое место. Посмотрим, пока он начал очень здорово. И первым заработал 2 балла. Леван Митревели является легионером сборной Испании, участник Европы, чемпионата мира. В общем, опытный борец. Неплохо себя показал вчера, но, как мы видим, сейчас все-таки в более атакующем стиле и контролирует схватку именно Тамир Гармаев, российский борец. Именно он начинает атаки. Именно он ведет сейчас борьбу. Ну и опять же сегодня очень конкурентные весовые категории, как я уже сказал, в весе 125 килограммов, несмотря на то, что участников не так много, но здесь имена просто очень громкие. И Балдан Цыжипов, кстати, тоже земляк Тамира Гармаева из Бурятии, тоже попробует свои силы. Здесь есть и Остап Пасинок, которого борцы, любители борьбы очень хорошо знают. Анзор Балтукаев выступит тоже. И Камейл Гасими выступит. В общем, очень
хороший состав. Ибрагим Саидов. Я думаю, что любой турнир украсили бы эти борцы. В 92 килограмма мы увидим выступление Анзора Урышева. Выйдет на квер и Максим Толмачев, наш молодой борец. Он как раз в первом круге встретится с Анзором Урышевым. Здесь есть и призер Олимпийских игр Габор Хатош из Венгрии. Тамир Гармаев тем временем еще один прием сейчас очень успешно провел. И 5-0 уже счет схватки. Очень уверенно ведет борьбу. Кстати, мы увидим и Артура Найфонова в 92 килограмма. Ну, на чемпионате России мы видели его 86 килограммов. Здесь он будет выступать 92 килограмма. Ну, просто очень интересно. 79 килограммов тоже не так много борцов, но здесь есть тоже интересные схватки. Мы увидим, Кахабек Кубешты будет выступать. Есть здесь и Нурбат Пурыжав, тоже достаточно известный борец из Монголии. 70 килограммов. Ихтиор Наврузов, призер Олимпийских игр 2016 года. Батыр Денев из Монголии тоже здесь свои силы попробует. Евгений Жирбаев, конечно же, в 70 килограммов, еще один бурятский борец. Ну и, конечно же, 61 килограммов. Здесь тоже мы надеемся, что на якутских борцов здесь достаточно большое количество наших ребят будет выступать. Ну и они поспорят за медали в схватках, к примеру, с призером чемпионата мира из Азербайджана Ахмеднаби Гварзатиловым. Дондукол Хурешол, тоже финалист чемпионата России, здесь будет выступать в этом весе. В общем, очень интересно. Сандип Тамар, тот же из Индии, призер чемпионата мира. И, ну, и наши ребята, конечно же, Дмитрий Аксенов. Мы увидим и Андрея Бекренева. В общем, программа у нас сегодня тоже очень обширная. Я думаю, что мы постараемся охватить все самые интересные схватки. И в этом в комментарии мне и сегодня поможет судья экстра-класса Салтан Сергеевич Засеев, наш частый гость. И доброе утро. Как вам, Салтан Сергеевич, первый день, вообще как соревнования? Вы каждый год у нас, и какие впечатления от турнира? Доброе утро, дорогие любители вольной борьбы. На самом деле вчера очень мне понравилась борьба, особенно 57 килограмм. Ариан Тетри. Да, Ариан, но он просто на глазах растет. Я вот чемпионаты России, вот сейчас мы были только месяц тому назад. Ну и вообще все схватки были интересные. И интерес зрителей, полный, можно сказать, зал. Да, трибуны заполнены да, были, да. Да, хотя рабочий день. Ну, а сегодня еще интереснее будет, потому что вечером финалы будут. И сегодня выступают тоже именитые борцы. Вот. Сейчас идут предварительные встречи, да, у нас? Да, у нас предварительные встречи. Вашему вниманию сейчас ковер С. И здесь утешительная схватка весовой категории до 57 килограммов. Выступают Тамир Гармаев из Бурятии, которого вы прекрасно знаете, и Леван Митревели из Испании, ну, грузинского происхождения борец. Да. Но здесь очень уверенно ведет схватку со счетом 5-0 Тамир Гармаев. Ну, я думаю, что здесь вопросов не должно возникнуть. И мастерство российского борца, я думаю, что не позволит догнать его, да, конечно, при таком разрыве. Да. Он уже на время посматривает, ну и атакует. Парень-то хороший, но вроде в рост молодой был, когда по кадетам, по юниорам он такие результаты хорошие показывал. Ну, чуть-чуть встал, видимо, пока не адаптировался в взрослой борьбе. Вчера Тютрин его просто вынес. Да, но Тютрин вчера был просто бульдозер, действительно, да, вынес всех. В том числе в полуфинале выиграл у чемпиона Японии, да? Действующего чемпиона Японии, молодого борца Рай Рикута, который показывал очень такую качественную борьбу.
в предварительных схватках. Самое интересное, я три встречи вчера смотрел Тутрина. Он за 3 встречи набрал 32 балла. За 3 встречи это вообще ураган. Вот буквально почерк борьбы. Сейчас выиграл, да, у нас? Да, Дамир? выиграл. Да. Сайдулаева. Вот выходил как Сайдулаев, боролся как Сайдулаев. Сбивает партер и оттуда начинает их там накаты, раскатывать, все. Один в один, как Сайдулаев. Я удивлен, конечно, вот этой его борьбой. Он сильно мне понравился. Не то, что мне, всем зрителям. Да, это отмечал и наш вчерашний коллега, тоже, да, Александр Иванович Матвеев, тоже болел за Ариана Тютрина и указывал именно на него как одного из самых ярких борцов. Несмотря на то, что здесь присутствовал и, конечно же, один из самых именитых борцов в вольной борьбе сегодня, да, Франк Чамизо, итальянец, конечно, который, конечно же, зрителям понравился, много эмоций подарил. И схватка с Исраилом Касумовым — это был просто, конечно, спектакль высочайшего класса, да. А я вот сегодня на взвешивании не был, я не знаю, Рамонов будет бороться или нет? Да, конечно. 70 килограмм, да? Да. О, это вообще сегодня будет, да, очень насыщенная борьба. Да. Сегодня очень много именитых тоже борцов. Я уже отмечал, да, в своем репортаже, что сегодня тоже несколько призеров Олимпийских игр. Это и Камил Гасеми из Ирана, и наш Ибрагим Саидов из Беларуси. Ну, наш, он воспитанник дагестанской школы тоже вольной борьбы, да. И выступит и Ихтиор Наврузов. Ну и Артура Найфонова, молодого перспективного борца из Осетии, чемпиона Европы, мы увидим на ковре в Якутске, да? Ну, сейчас тоже хорошая схватка будет, я думаю, вот. Да. Белановский. Да, Юрий Белановский уступил накануне в схватке с монгольским борцом, который стал настоящим открытием этого веса и вышел в финал. Да, очень уверенно он вышел в финал весовой категории до 97 килограммов. Ну и Юрий Белановский сейчас будет бороться за то, чтобы выйти в малый финал этого веса. Это утешительная схватка. Юрий Белановский и Магомед Гаджи Нуров из Македонии. Тоже молодой борец, перспективный парень, на которого, в общем-то, делают ставку, да, в сборной этой страны европейской. Но здесь, как мы видим, Юрий Белановский вышел с хорошим настроем и с первых минут начинает уже атаковать. В первый день он был не очень активен, да, и за это он поплатился, как мне кажется, да, он небольшое свое преимущество начал защищать, а монгольский борец, который показал очень классное умение прохода в ноги, да, которое позволило ему в таком выйти, весе, да. Да. Он много раз это показывал, и, конечно, финал сегодня в этом весе тоже будет очень интересным. Против него выйдет тоже призер чемпионата мира, да, из Азербайджана, но воспитанник тоже дагестанской школы вольной борьбы Нурмагомед Гаджиев. Да. Это тоже будет одна из центральных встреч. Но финалы, они же, конечно же, будут центральными, да. Но мы, конечно же, якутские болельщики, все внимание, конечно, будет приковано к весам 57 и 65 килограммов. Виктор Рассадин тоже, конечно, надо сказать, показал себя с очень хорошей стороны, показал именно бойцовские качества. Характер показал чемпионский, да, скажем так. Но сегодня у него очень непростой тоже соперник, который, ну, сметал тоже своих соперников с ковра из Монголии, Тумур Ачир Тулга, который, мне кажется, сейчас выходит просто на мировой уровень. С ним Виктор Рассадин уже встречался в Бурятии и уступил ему, а здесь ему предстоит взять реванш. Но посмотрим при родных трибунах, при поддержке, которую болельщики, ну, просто прекрасно, да, здесь атмосфера прекрасная. Мы видим это и по выступлениям, потому что борцы просто ловят кураж. Это сразу заметно. Мы располагаемся, наша комментаторская точка, да, располагается недалеко совсем от ковров. И здесь просто вот этот дух, эта атмосфера, она передается просто сразу, да, скажем так. Да, тоже волнительно смотреть
В общем, настоящий праздник действительно спорта. Я думаю, что все те, кто вчера был на трибунах, они остались довольны. Я думаю, что и сегодня тоже, несмотря на то, что сегодня тоже рабочий день, трибуны наши будут заполнены. Знаете, вот в прошлом году много россияне в финал выходили, ну, из одной команды. И финалы не очень интересно было. А в этом году, вот смотрите, такие все встречи будут, все нейтральные вышли. 57, 65 килограмм там, 74 килограмм. Там борьба очень серьезная будет. И зрителям будет интересно. Да, из разных стран очень сильные борцы, разные школы, разные стили борьбы. Там здесь еще будет победителем, наверное, форум есть здесь, мастер спорта международного класса. Потому что 35 стран, да? 33 страны. 33 страны, 263 спортсмена выступают на 3 коврах. Юрий Белановский, напомним, еще раз, он является трехкратным победителем нашего международного турнира. Очень именитый борец, многократный призер чемпионата России, победитель Golden Гран-при Иван Ярыгин в Красноярске, где он и занимается, да. Его команда тоже очень хорошо себя здесь показала, конечно, да. В финал вышел Никита Сучков, на которого, конечно, тоже вот большие надежды на него возлагают. С Чемизовой интересная встреча будет, очень интересная. Да, кстати, многие эксперты говорят, что Никита Сучков вполне может и должен дать бой, настоящий бой. То, что бой он может и выиграть. Может выиграть, да. Конечно. Вот из молодых ребят, вот кто здесь участвует, самый такой прогресс с каждым турниром. Вот Тутрин и вот Сучков из молодых. Они прямо на глазах растут. Чтобы их не сглазить, дай Бог им здоровья, чтобы они вот так же продолжались. Но мы увидим тоже еще одного перспективного российского борца. Это Артур Найфонов, чемпион Европы из Осетии. Тоже очень яркий борец, техничный. Посмотрим, как он себя сегодня покажет. Ну и Сослана Рамонова, конечно же, все, я думаю, ждут его выступления. Это тоже любимец всех болельщиков, российских болельщиков борьбы, чемпион мира, чемпион Олимпийских игр. Ну, все помнят, да, его схватки в Рио-де-Жанейро, как он ярко выиграл. Тем более у него дополнительная мотивация будет. Чемпионат России он проиграл. И ему надо реабилитироваться, показать. Ну, он боец. Я думаю, его к Олимпиаде он все равно будет. Уже, наверное, и весовую категорию поменяет. Скорее всего. Видите, уже 1,5 минуты осталось, 2-0. Да, Юрий опять же смотрит одну на атаку табло. Сделал, да. Одна атака и все. Борьбы нету. Ну, Нуров хороший, он много надежд давал, когда за Россию боролся. Он с Дагестана. Сейчас уехал в Македонию, борется за Македонию. Да, и Македонии представляют два борца. Наш Владимир тоже 57 килограммов. Он проиграл Ариану Тютрину. Ну, будет сейчас защищать эти 2 балла, да, но это достаточно опасное положение. Если сейчас атака одна в 2 балла. В такой борьбе по этим правилам 2 балла это страховки нету такой большой. Ну. Да, эти новые правила, конечно же, пошли на пользу, да. Об этом говорят все эксперты, да, все любители вольной борьбы. Сколько мы здесь увидели ярких выступлений, очень много баллов разыгрывается, да, даже в тех встречах, где очень большой груз ответственности даже на спортсменах, но тем не менее здесь, если будешь застаиваться, будешь уходить в защиту, то можешь проиграть в один момент просто. Ну вот вчера Касумов, Чемизов. Да, 6-0 вел. Ну, встреча закончилась 14-11. Да, 14-11. Это самые такие вот сейчас демонируют борьбовые там весе. Показывают, ну, лидерами в этом весе. В мире даже, в Европе, в мире. И такой счет. Это
Вот, Юра выиграл. Да, Од- Юрий Одна атака в начале встречи, и все этим и закончилось. Да, он будет бороться за бронзовую медаль. Вечером увидим еще раз выступление Юрия Беломорского. Приглашается Андрей Бекренев, Беларусь. А Бекренев выходит. Андрей Бекренев готов выйти на ковер. Он уже вышел. Сборная Беларуси. Парень из Среднеколымска. А, вот он без борьбы. Да, неявку, видимо, да. Дондукол Хурешов, видимо, решил отказаться от борьбы, да. Он не смог, не знаю, может, с весом проблемы были или что, но он 57 не смог заявиться. И Андрей Бекренев первую победу одержал без борьбы. Даниэль Саидов, Израиль. Владислав Андросов, Россия. Два якутских борца, Айсен Винокуров и Семен Владимиров. Первый круг весовой категории до 61 килограмма. Это ковер А. На ковре А борцы весовой категории до 61 килограмма. Вот знаете, вот такой, вот буквально недавно чемпионат России проводили Смоленский по женщинам. И такой там казус получился. Девушка с Бурятии. Девушка вышла в финал, ни одну схватку не выиграла. Вот. Вот эти взвешивания, вернее, жеребьевка, а потом на следующий день взвешивания, это если он уже зарубился и не взвесился, все равно, если он со мной попал, победа присуждается, как неявка. И вот у него так получилось, что они не взвесились, и она без борьбы выходит в финал. Но у нас в правилах написано, человек не должен в финал выйти, если ни одну схватку не выиграл, он не может. И все были в таком состоянии, что делать? Ну, она вышла, она же не виновата, что те не взвесились. Ой. И вот сейчас они будут тоже думать, как они вот это взвешивание, жеребьевку, как вот делать. Или во время взвешивания будет жеребьевку, как раньше было, или оставят так. Ну, понятно как-то. Семен Владимиров, участник Ерегинского турнира, мастер спорта России, победитель всероссийских турниров. Сейчас очень уверенно проводит первую схватку со своим земляком. И счет 8-0. Выигрывает. Семен в 57 выступал на Ерыгина. И здесь он уже, видимо, начинает прибавлять в весе и поменял категории. Будет интересно за ним понаблюдать. Тоже один из талантливых наших борцов. Здесь еще сейчас экзамен проходит. О, наши красиво, судьи. как сейчас провел прием, да, и досрочно завершил эту схватку. 4 балла заработал. 12-0. Счет встречи. Семен Владимиров, родом из Татинского Улуса, села Чумнаи. Он за третье будет бороться, да? Нет, это весовая категория 61 килограмм. А, это уже не там утешительная барабан. схватка. Сегодняшний Да. день, Это уже, да, да. это уже первые схватки второго соревновательного дня, вторых в новых весовых категориях. Приглашаются Айтал Захаров. У нас ведь судьи еще экзамен сейчас проходят, которые здесь на повышение идут. Так что у них тоже пристальное внимание. On the mat A, we are starting the qualification round of the weight category. Мы видим повтор. Please welcome Захаров. Даже не моста, ничего без сопротивления. Between two Shitono, Mongolia. Значит, у нас уже закончили утешило. Да, утешительные схватки сейчас завершились. Они начинали наш На соревновательный ковре день. С чистую победу одержал Владислав Андросов, Россия. And winner of qualification round, winner is Vladislav Androsov, Russia. На ковре С начинается утешительный поединок весовой категории. Нет, еще до осталось. 57
Айтал Захаров и Тувшинтунга Туменбилек, Россия, Якутия и Монголия. Весовая категория до 61 килограмма сейчас. Тувшинтунга Туменбилек является двукратным призером чемпионата Азии, финалист чемпионата Азии, многократный чемпион и призер международных турниров, известный борец в этом весе. Ну, один из, скажем, тоже фаворитов данного веса. Вообще сборная Монголии здесь представлена первыми номерами своей команды, да. И я думаю, что после нашего турнира они поедут и в Минск, а потом мы увидим этих ребят, которые выступали здесь, в Якутске, и на чемпионате мира. Думаю, что Да, очень хорошая команда в Монголии. очень сильный состав. Вот он. Тувшинтунга Туменбилек, Владимир Николаевич Кириллин, главный тренер сборной Якутии, Степан Саркомов тоже выходит в утешительные схватки. 57 килограммов будет он выступать на другом ковре. Айтал Захаров. Ему будет противостоять намного более опытный, да, и как он себя сейчас проявит, мы посмотрим. Тоже талантливый борец. У нас конкуренция в малых весах традиционно достаточно сильная, и посмотрим, как прибавил в этом году Айтал. На ковре. Для него это хороший опыт будет. Ну, посмотрим, как На сейчас ковре схватка победу пойдет. одержал Гаджимурат Амар, Азербайджан. Ladies and gentlemen, on the Lipicage bout in the weight category 74 kilos on the men B, winner is Gadjimurat Amara from Azerbaijan. Салтан Сергеевич, ну, согласитесь, первый соревновательный день просто очень много эмоций отнял. Да, мы испереживались и, конечно, радовались победам, огорчались поражением. Ну, в общем, Айтал Захаров сейчас неплохой вроде проход сделал, но защищается сейчас его соперник. И здесь, конечно, затруднительно будет взять балл. Желание атаковать похвально, конечно. С утра еще, которые сегодня вступают, они еще только разогреваются, только входят. Я думаю, горячие схватки будут, эмоций много будет. Да, тем более, что трибуны заполняются с каждой минутой. Да, очень много людей сейчас еще подтягивается. Государственного института физической культуры и спорта, кандидат в мастера спорта, в борьбе 10 лет тренируется под руководством Неустроева. Его соперник в синем трико, представитель команды Монголии, Тувшинтунга Туменбилек. Участник чемпионатов Азии и мира, бронзовый призер международного турнира Монголия Опен. Ковер А. Знаете, вот я когда сюда ехал, я не думал, что такой сильный состав будет и столько участников, потому что сейчас столько турниров ведут друг за другом. Вот сейчас Минске, потом Болгарии, в Польше, потом. И люди едут, потому что здесь в Якутии очень любят борьбу, им очень приятно бороться здесь. Вот. И когда я вчера увидел, какие звезды сюда приехали, и с каждым годом они больше и больше сюда приезжают. В прошлом году не так такой звездный состав был. В этом году у нас юбилейный турнир, 90 лет Да. нашему заслуженному тренеру, выдающемуся тренеру Дмитрию Петровичу Коркину. Конечно, дань уважения тоже показывает команда. Это борцовский мир. Все друг друга здесь хорошо знают, все друг друга уважают. И, конечно же, такой турнир украсили действительно борцы. Ну, буквально через 10 дней в Кемерово турнир будет, Шахтерская слава. Да, Я тоже думаю, традиционно сильный. Тоже да, турнир. половина туда, отсюда поедут. Здесь, я думаю, подготовятся и поедут туда уже.
Счет схватки 2-0 в пользу Туменбелек. На своем движении 2 балла проиграл. Салтан Сергеевич тоже рядом на ковры смотрит, тоже за всеми схватками следит, тоже интересными движениями, да. Первый период завершается у нас со счетом 2-0 в пользу Туменбелега. Здесь он тоже частый гость, Туршентулга Туменбелек. Мы видим, да, какая татуировка у него на груди, которая запомнилась многим. Ну, Орел. конечно, самое интересное вечером будет финалы. Да. Я вас с нетерпением жду 65 килограмм, потому что в Улан-Удэ я был там на этом турнире. Там спорных моментов много было в пользу монголов. Я думаю, здесь будет реванш. Виктор Растадин должен взять. Но Виктор должен доказать, не то что доказать, для себя хотя бы, потому что так нельзя бороться, как он там боролся. Думал, выйдет, обыграет. И он сейчас сильно настроен. Я вчера с ним разговаривал. Я говорю, ну что ты? Я говорю, Витя, говорит, хочу с монголом в финале. Так и сделал. У него тяжелая схватка была с американцем. Виктором. да, Хендерсон. Да. Но он не в оптимальной форме, Витя. Видно, что у него по его движениям, вот как Тютрин борется, глаза горят, выходит. Он от своей борьбы он удовольствие получает. Да, ну Как и он эмоции, борется. да, когда Да. он выигрывал, мы видели все, да, какие эмоции у него были. Это действительно так, и когда человек действительно получает Конечно. удовольствие от борьбы, это видно сразу тоже. Но, кстати, мы тоже яркого борца, может быть, который пока еще не показывает очень громких результатов, но который очень нравится тоже своей яркой борьбой, тоже эмоциями. Это Евгений Жирбаев, мы тоже увидим из Бурятии, тоже интересный борец. Я думаю, на этом турнире Тютрин уже себя на взрослом соревнованиях себя уже показал. Он призер чемпионатов России, да. Если бы он в России вот боролся так, как он вчера боролся, это 100% бы он не то что в финале, он бы там многим кровь попортил. Потому что он растет. На самом деле он в себя поверил. Вот после чемпионата России он себя уже поверил. Вот здесь, как я вчера видел его борьбу. Здесь и важна и психология, да, именно поверить Конечно, в себя, в свои конечно, силы, в то, конечно. что ты можешь выиграть. Да, Да. да. Это тоже очень важно. Не только там тренировки, не только, в общем, дисциплина, не только У из него очень многих состоит. в чемпионате России такая тяжелая группа была. Он Да. вышел почти все схватки. Ну, очень такие напряженные были у него. Все встречи напряженные были. Ни одной легкой проходной схватки не было. Но после проигрыша в полуфинале мы видели, да, Да. как он себя в Да. в борьбе за бронзу, как он вышел тоже с таким настроем, что готов был разорвать тоже. Ну, видимо, рассердился на себя, да, вот Да. зол был на себя, что проиграл вот эту схватку, хотел выйти в финал и опять же в борьбе за бронзу доказал сам Да, себе, что да. он должен был и может выйти в финал и бороться за самые высокие места. Ну, я думаю, к Олимпийским играм это он составит большую конкуренцию в этом весе 57 килограмм. Я в нем уверен. Он вообще самый пока яркий. Вот по борьбе то, что вчера показал, вот на чемпионате России боролся, это Тютрин из якутских борцов, который на самом деле он растет. И всем уверен, Туменбелек 4-0 ведет. Да, я Не, согласен. монгол с вами. хороший. Он, я думаю, Да, ну Да. опять же на контрдвижение сейчас поймал. Ну, опыт есть, класс есть, это видно, да, действительно, невооруженным взглядом. И ни одного балла не отдал своим соперникам. Хотя вроде Айтал атакует, именно он пытается проводить первым свои атаки, но раз за разом Туменбелек оказывается в выгодной позиции. И это, конечно, класс спортсмена. 4-0 выиграл Туршентулга Туменбелек. ну, я думаю, он до финала протащит его. Пройдет до финала. Ну, посмотрим. 61 здесь много
хороших, классных борцов, тоже очень хороший состав, опять же, да. Не устаем повторяться, потому что действительно такого еще не было здесь у нас в Якутске, такого класса турнира. Это действительно гран-при. И я могу сравнить только с соревнованиями самого высокого класса. Такие интересные схватки, такая конкуренция в каждом весе. Мировая борьба представлена здесь у нас в самом лучшем свете. А вы знаете, что вот сколько турниров проводят у нас вот в Европе, вот. Такого кворума нигде нету. Столько государств, чтобы участвовали. Нигде. Ни в Америке проводят, нигде. Самый такой это вот, в Якутии Куркино турнир. Не собирается вот столько. Я еще не помню последние вот 7-8 лет, чтобы меньше 30 стран было. Ивана Ярыгина, наверное, с турниром уже даже... Там никогда не набирается, там 11 стран не набирается никогда. Вот азербайджанские борцы здесь борются. Они тоже очень сильная команда. Да. Они Иван Ярыгина никогда не борются. Они не ездят туда на Ивана Ярыгина. А это, кстати, не азербайджанец, а иранец. А иранец, да? Маджид Дастан и Егор Друзьянов. Просто трико одинаковые у них почти. Да, похоже, да. Ну, у нас же борется цвета флага, да? У нас в финале будет бороться азербайджанец. Да. Сегодня он как раз 57. с Арианом Тютриным, Варвиз Ибрагимов. Очень ярко чемпион Европы до 23 лет. Да. Тоже интересная схватка. Да. Ну, какая встреча в полуфинале, какая яркая там прошла. Да. С Димчиком Ринчиновым. Да. И 14-13, по-моему, завершилось. Буквально за 2-3 секунды. Да, вот там, четырехбальный бросок делал. Вон один приехал. Ой, что я кричу. Нету секунданта. Приехал с тренером. Тренер там у него борется еще. Дастан, ну, молодой парень из Ирана. Ну, мы знаем, что в Иране борьба тоже спорт номер один. И там тоже очень сильная конкуренция в каждой весовой категории. А Маджид Дастан является участником чемпионата Азии среди юниоров этого года. Ну, то есть он лидером является в своей национальной команде, в юниорской команде. И посмотрим. Он очень молодой еще спортсмен. Ну и, конечно же, его соперник тоже якутский борец, тоже молодой парень Егор Друзьянов. Посмотрим. Первым он заработал балл, но сейчас Дастан начинает атаковать. Пытался сейчас на краю, да, рабочей зоны ковра провести действие, ну, или вытолкнуть за ковер. Ну, в общем, заработать балл называется. Но Егор Друзьянов пока хорошо защищается. И вот, все-таки провел нужные баллы, взял. 2-1 ведет Маджид Дастан. Еще 2 балла. 4-1 счет. А здесь засчитает? Да, 2 балла. Дали 2 балла. Контратака была. Ну, иранские борцы, они слабых никогда не везут. У них всегда и борьба у них поставлена, и ребята хорошо борются. Кандидат в мастера спорта в борьбе 9 лет. Его соперник в синем трико, представитель команды Ирана. Полминуты до конца первой половины встречи. Международного турнира Кубок Тахти 1 балл. 2018 года.
Но, видимо, да, действительно на перспективу, да, этого борца смотрят, да, в сборной конечно. Ирана, конечно, и сейчас обкатывают по международным турнирам. Это тоже о многом говорит, если он приехал в составе своей команды в такую даль и защищает честь своей команды, значит, на него рассчитывают. И, как нам объявили, да, сейчас он был и на Кубке Тахти призер. То есть это уже о многом Ну говорит. да, Это главный турнир конечно, у в них Иране, Иране, международный да. турнир. Да, У нас как Иван Рыгин, так и у них это. да. Кубок Тахти. Да. Как много изменилось в борьбе. Да, даже сейчас вот трико выходят. Цветные, разноцветные, красиво все. Чтобы зрителям было в удовольствие смотреть. Но Егор сейчас проигрывает, да, но всего в 1 балл. Можно постараться сейчас провести атаку. На конференции Ищет свой захват. поединок весовой категории до 57 килограммов идут. Очень неудобный соперник, такой высокий, да, парень. Да. Я думаю, что он, категория у него будет расти. 61. Сейчас он выступает, но пока совсем еще молодой парень. Опа, как здорово сейчас. Ох ты! 4 Снова на контратаку взял сейчас 4 Егор балла в Друзьянов, опасном да. положении. 7-4 сейчас ведет Егор Друзьянов. Как здорово сейчас контратаковал якутский борец. И сейчас в партере. Нет, не получится. Нет. Или 1 балл не, проиграл. отдал сейчас Да, 1 балл. проиграл. 5-7 счет встречи. Я думаю, что еще достаточно много Ну да, еще может 2 быть минуты. разыграно здесь, Да. да, баллов. В красном трико Оба спортсмена молодые. Чуть-чуть видно, что не хватает опыта, да. Да. Видно, что ошибки делают в схватках опытных и мастеровитых спортсменов. Таких ошибок, конечно, не увидишь, да. Конечно. Но иногда бывают такие люди, которые заставят тебя ошибиться. Вот то же самое с Исраилом Касумовым вчера было, да. И мне кажется, это та история, когда ставить вину, то, что он выиграл 6-0 и потом проиграл, не стоит, потому что это просто явление в современной борьбе. Франк Чамизо. Опа! И бросок сейчас был или нет? Но арбитр почему-то не показывает на ковре, что были разыграны здесь баллы. 2 балла борцу Ирана все-таки, да. И Ну, там подзывает сейчас. Могут да, оценить руководитель. неполноценный прием или вообще ничего не дать. Только выход за ковер могут дать. Нам далеко отсюда видно. Ну, Тимур Батыр сейчас, я думаю, неполноценный прием даже. Давайте оценит. посмотрим сейчас повтор. Точно. Да, действие красного нашего борца. Да, вот видите. Неполноценный прием. Дали 1 балл. 8-5 сейчас. Да, неполноценный прием. 1 балл только там оценка была. 3 балла ведет Егор Друзьянов. Вот этот бросок на 4 балла, конечно, прекрасный получился, но сейчас уже последняя минута пошла. Устоит ли — 8-6 уже счет. Да, и 30 секунд остается. Опа, ну надо было здесь 2 балла брать. Да, Ну, вот это да. 8-6, 20 секунд остается. Смотрит на табло Егор Друзьянов. Ну, я думаю, доведет до победы. Потому что 13 секунд. Пытается провести сейчас бросок.
Сколько там остается? 4 все, Да, проиграл. 2 балла отдал и проигрывает, да? Очень обидно. Не, у него 4... У него 4-бальный бросок, он должен выиграть. Кстати, да, он за счет качества сейчас выигрывает, да, Егор Друзьянов, потому что он сделал бросок на 4 балла. Ну и челлендж, конечно. Куда без этого? А это от бессилия уже. Встреча закончилась. 7 kilos is Amir Garmayev, Russia. Я думаю, и рассматривать там ничего, не будет ничего рассматривать. Да, потому что правила все знают, в общем, да. 2 балла, конечно, заработал, спору нет, да, на табло ничья, но за счет качества выигрывает схватку Егор Друзьянов. Event C, the weight category, 61 kilos, are requested for qualification round. Yurgun Alexandrov, Russia, and Vitaly Neustroy, Russia. На ковре А победил Егор Друзьянов. Россия, Саха-Якутия. Да, сейчас мы, дорогие телезрители, прерываемся на небольшую рекламную паузу и вернемся через пару минут. На ковер А приглашаются Петр Павлов. На ковер А приглашаются борцы весовой категории. Итак, мы возобновляем наш прямой эфир. Вашему вниманию ковер Б, центральный ковер. Николай Иванов, Россия, Якутия и венгр Йозеф Молнар. Давайте посмотрим. Это весовая категория до 70 килограмм. 61 килограмма. Один еще борется. Таких много, да? Да. Ну, сегодня самый такой представительный состав именно в этом весе, 61 килограмм. Yurgun Alexandrov, Russia. На ковер С приглашаются Жаков Александр Торрес, Канада. Алексей Томар Иванов тоже Сандик, Индия. такой перспективный наш парень. Тренируется у Германа Степановича Кантоева, чемпиона мира, да. Его тренирует. Алексей Иванов неплохие схватки показывал здесь на молодежном международном турнире Романа Михайловича Дмитриева. Родом он из Жиганска. (2:0) сейчас ведет борец из Венгрии Йозеф Молнар. Ну, его тоже мы знаем. Он опытный тоже борец, участник и многих турниров, На ковре С призер международных соревнований. категории до 61 килограмма ведут в красном трико представитель команды Канады Капитан сборной Венгрии, призер Олимпийских игр Габор Хатош. Его мы тоже увидим сегодня на ковре. Он 97 килограмм, да? синим трико представитель команды Бросок Индии красивый был. Томар Сандик. Томар Сандик, участник Олимпийских игр 2016 года, серебряный призер международного турнира Ешан Догу 2018 года, чемпион Азии 2016 года, чемпион А тем временем на ковре С Сандип Тамар, да, тоже один из наших именитых спортсменов в весовой категории до 61 килограмма, одержал чистую победу на туше. победил Томар Сандик, Индия. And winner of Да, qualification хороший состав. Topar Sandip, India.
Это первые два круга, На ковре С а потом уже будут хорошие встречи. Да, там уже очень конкурентная борьба будет. На более поздних стадиях уже, конечно. Хабалашвили, Грузия, Никита Сафронов, Россия. Алексей в первом периоде не смог взять ни одного балла, но посмотрим во второй половине, во втором периоде он должен себя показать. Сейчас, Ну, Иванов молодой парень. да, Но это венгер более опытный. да, вот мы видим, да, показывает, как защищаться, да, как Вот на ковре, а кто у нас борется, там хорошая схватка, встречи идет. вот не вижу я. На ковре А утешительный поединок ведут там. спортсмены весовой категории до 65 Вот килограмм. мы видим, да, повтор очень Али Рахимзаде, интересная здесь Азербайджан. была Чемпион ситуация. Европы среди Ну и возобновляется схватка тоже. Начинается второй период. Йозеф Молнар. Бронзовый призер чемпионата Алексей Иванов. мира среди юниоров 2011 года. Его соперник в синем Активнее трико надо сейчас уже Алексей работать. Боровицкий. Темп нагнетать. Герман Кантоев, мы видим, секундирует своему воспитаннику. На ковре Б борцы весовой категории до 61 килограмма. В красном трико Николай Иванов, Россия. В синем Джозеф Молнер, Венгрия. Да, прошел в ноги Алексей, 2 балла заработал, и переворот не удался. Ну, вышел из положения. Да, ну там тоже опасное было положение, вышел. Сейчас он выигрышный, сейчас ситуация находится. Но времени очень много, 2-2 равный счет. На ковре С квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут представитель команды Грузии в красном трико Константин Хабалашвили. Константин Хабалашвили – бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года. Его соперник в синем трико представитель команды России, Республики Саха, 18-летний Никита Сафронов. Никита Сафронов Сейчас последняя минута схватки пройдет. Имени Максима Кировича Амосова. Борьбой занимается 6 лет. Ну, контролирует, да? Пока. Опа. Снова бросок в ноги. Прошел. Надо здесь развивать атаку. Ну да, надо 2 балла брать. Вот он 2 взял балла есть. И 4-2 уже ведет Алексей Иванов. Хорошо подсушился. В хорошей, мне кажется, форме находится Алексей. Должен На ковре выигрывать С эту схватку. чистую техническую победу одержал 40 секунд Константин до конца. Хабалашвили, Грузия. А вообще ваши ребята, команда Якутии, хорошо подготовлены. Они все в борьбе. На ковер С приглашаются Да, Николай Иванов, да. Набердиев, Арбак Заговорился. Саф, представители команды России. On the mat C in weight category. Прошел в ноги Молнар. И сейчас, если 2 балла возьмет, то уже он будет Да. выигрыш. Опа! 4 балла. Красиво сейчас. 4-1. Судьи вознесли. Да, и 1 балл за выход Наверх, да. за спину. Ну, а он не вышел еще. 6-2, 6-2. Даже балла не отдал. Боровицкий Алексей. И 5 секунд остается. Вот это да. Ну, молодец. Из очень Да, сложной ситуации да, да, вышел, да. да? На ковре А утешительный поединок весовой Молодец. категории до Вроде 60 проигрышный момент был, а он, видишь, контратака и 4 балла заработал. Да, Николай Иванов молодец. Хигучи. Первую схватку очень здорово провел против опытного соперника. Руку дает. И Йозеф Молнар признает, 65 что Низбеков, уступил Казахстан. здесь. Чувствуется, Герман хорошо поработал. Да, молодец. На ковре Б Хорошо, 6-2. Николай Иванов, молодец. Схватка. Россия, Саха-Якутия.
Такой позитивный парень, это всегда улыбается. И, конечно, мы видим, что и публика его приветствует тепло. Арбаксат, представители команды России. На ковер Б приглашаются Георгий Кычкин, Александр Неустроев, Россия, Саха-Якутия. Ladies and gentlemen, the men B, we are continuing the qualification rounds of the weight category 61 kilos. And please welcome Kichkin Georgy and Neustroyev Alexander, Russia, men B. Рей Хигучи и Даулет Ниязбеков. Очень интересная пара тоже выходит сейчас перед вами. Это утешительная схватка первого соревновательного дня весовой категории до 65 килограммов. Даулет Ниязбеков, многократный чемпион Азии, один из лидеров сборной команды Казахстана. Очень ярко сейчас начинает эту схватку против финалиста Олимпийских игр из Японии. Счет 4-0 сейчас. В партере работает Ниязбеков. Тумурачир Тулга выиграл у Реи Хигучи, и Реи не смог побороться за выход в финал. А вот сейчас Даулет Ниязбеков просто доминирует на ковре. Ну, не хватает, мне кажется, да, веса все-таки. Да, Реи Хигучи 2 года назад выступал в весовой категории до 57 килограммов, и здесь, конечно, 65. Помощнее ребята будут, и ему надо прибавлять. Но он молодой парень, думаю, что может прибавить, может и перейти обратно, может быть 61 будет опять выступать. Но в 61 он уже показывался на Иване Ирыгине, да, стал призером там. Ну а здесь Даулет Ниязбеков вообще без никаких вопросов, на опыте, на мастерстве. Уже в первом периоде одержал победу. Давайте посмотрим яркие моменты схватки двух именитых борцов. На ковре А начинаются поединки весовой категории. Знаете, сейчас многие борцы себя пробуют в разных весовых категориях. Это, я думаю, к Олимпиаде... Все устаканится, да? 19-й год уже все будет на своих весовых категориях. А сейчас пока они присматриваются там. Пробуют себя, да? Естественно, все нацелены на олимпийские категории. Да, все-таки не хватает. 65. Конечно. И Хигучи. Он и ростом-то не очень высокий, да, парень? Небольшой, скажем. Ну, на Олимпийских играх, конечно, это был просто ураган, действительно. Тем более у них в Японии мира, будут да. олимпийские игры. Айдын Тажигали, Казахстан, и Ларион Андреев. Весовая категория до 70 килограммов. Надырбек Хизриев представляет Академию борьбы. Ларион Андреев, Республика Саха, Якутия. Его Тажигали, Казахстан, представитель команды 70 килограммов. Ну, Арбаксат. здесь, опять же, сказали, очень интересный состав. Кстати, представляют в это время как раз Арбаксата, да, финалиста чемпионата России этого года, Воденцова. Он тоже приехал в Якутию, к нам в Якутск, и будет здесь бороться. Я думаю, что вот это тоже говорит о том, что у нас состав действительно очень сильный. Финалист чемпионата России. Я вчера общался с старшим тренером Казахстана Хаджимуратом Гацаловым. Они привезли в некоторых весах первые номера, которые будут бороться у них на чемпионате мира за Казахстан. Вот у них здесь идет как бы Прикидка, да? Да. Кстати, да, об этом говорили. Вот как раз Ниязбеков и Акасов, да, они борются за путевку на чемпионат мира в 65 килограммов. Ну, негласно вчера объявили, что Акасов будет. Ну, да, но он проиграл да. Виктору Да. Рассадину. Но Акасов вырос как борец здесь, в Якутии. Постоянно, я как не приеду, он здесь постоянно Да, по да, 2-3 месяца тренировался, жил. Да. Наш хороший знакомый. Да, так что у него школа якутской борьбы там Тоже поставлена. есть, да? Но он в этом году бронзовый призер
азиатских игр в Джакарте. Ну, то Он есть и это, Арыгина да. хорошо боролся. Да. Да. Так что... Да, очень непростая действительно была турнирная сетка у Виктора Рассадина. Да, вот, очень тяжелая. И вот действительно характер На ковре показал вчера борцы Виктор. весовой категории до 61 килограмма. Представители команды Саха-Якутия в красном трико Георгий Кучкин. Я думаю, что В синем уровень Александр не хуже Неустроев. чемпионата Европы, наверное, да? Ну, если не брать Здесь поинтереснее да, действительно, состав, потому что здесь и из Азии, из 4 континентов, Да. да, даже из Южной Америки были. Опа! Ларион прошел в ноги, но пока баллов не набрал. И, видимо, сейчас... Опа! 1 балл отдал, да? Нет. Не, Там арбитр должен вышли был раньше на ковер. свисток дать. Да, Потому что там действий не было, они в зоне. Ну, молодец, сантировалась, ничего не дала. Это немка у нас судит из Германии, девушка. у нас очень много, кстати, и судей, да, из разных стран мира, и из Монголии, из Канады тоже. Ну, они здесь Судья. еще экзамен не сдают. Таджигали 2. Да, кстати, на Да, международную категорию да. 12 судей. Опа, 5-0 выигрывает сейчас схватку. Таджигали, первый период завершается. 15 секунд остается. Ну, Таджигали, конечно, гораздо более опытный. У него опыт выступлений на международной арене, конечно, гораздо более богатый. Ларион больше, конечно, здесь, в Якутии, больше боролся. На международных турнирах не так много он себя пробовал даже, да. Это о многом говорит, конечно. Когда человек с раннего еще, скажем так, юношества, да, ездит по турнирам, набирается опыта, это сразу видно на ковре, когда уже взрослый спортсмен. Класс, школа, что называется, да, она видна невооруженным взглядом. Лариону видно, что не хватает чуть-чуть, да. Вроде, наверное, физически не уступает, да. Да. И желание, конечно, есть, характер есть, но вот школы, да, это доли секунды, это просто видеть человека, что он собирается сделать, да, уже до того, как он совершает это действие. Это мастерство. 5-0, ну, опять же, даже такие разрывы очень часто уже при новых правилах догоняют, но нужно, конечно, нужно найти подход, нужно идти в атаку. Вот тоже вроде, опять же, да, проходит вроде в ноги неплохо, да, но баллов-то нет, оцененных действий нет. Вот эти международные турниры, вот в Улан-Удэ хороший международный турнир. Там они такие ограничения не делают, как, допустим, Ярыгина. Вот где им надо пробороться, вот этим ребятам. Да, у которых не так много опыта, да? Кемерово, вот, коммерческий турнир, можно сказать. Вот там вот их надо проверять, чтобы они там набирали опыт. Очень, кстати, да, действительно хороший. И год из года растет и статус этих соревнований, что очень радует. Да, у нас в Сибири, в Кемерово, тот же турнир на призы, да, главы Бурятии в Улан-Удэ. Тоже каждый год состав очень качественный собирает. И наши ребята там ездят и тоже набираются опыта, международного опыта. Это очень здорово. Чем больше таких соревнований, тем выше будет у нас уровень борьбы. Будет расти и уровень борьбы, если будут расти у нас турниры. Да? Вот сейчас тоже 72 борца из Якутии выступает у нас здесь на домашнем турнире. Это очень много. И, конечно, для многих молодых, не все, конечно, молодые, но для многих молодых это будет отличный опыт. И, конечно, даже если ты не борешься там с Франком Чемизом, но когда ты видишь его, да, его выступление здесь на ковре и учишься у него, да, даже дело не в том, чтобы там посмотреть какой-то прием, а просто, да, вот прочувствовать класс борьбы, да. Вот
то, что вот эти ребята приезжают сюда бороться, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, это, я думаю, после них, после их выступления, многие мальчишки придут в зал, Да. будут На ковер приглашаются стремиться. борцы Ну, весовой это живые легенды. килограмма. Да, Олимпийские кстати, чемпионы, чемпионы мира. да, и даже наши гости, те же, да, это просто живые действительно легенды, которые почетные гости, да, которые не выступают. Даже одного Хаджимурада Гацала назвали. Конечно. Пятикратный чемпион, Да. чемпион олимпийский. Артур Таймазов. Артур Таймазов, да. Даже греко-римскую пригласили, Алана Хугаева, олимпийского чемпиона греко-римской борьбе. У нас сейчас в Якутии же разбирается греко-римская Да. борьба. Ну, первые такие, скажем, шаги тоже, да, тоже молодые ребята сейчас занимаются. Вот знаете, когда первый турнир мы проводили под эгидой ФИЛА, когда ввели международный календарь, ну 5 стран не могли набрать. И то мы набирали таких, которые здесь уже в России живут, там азербайджанцы этих всех. И вот каждым годом, вот как они обороты набирали, вот это благодаря, вот, конечно, у вас такое стремление было, чтобы турнир этот был на самом деле, ну, это великий человек, значимый. Дмитрий Петрович, да? А вот у нас вышел на наш ковер Жирбаев. Да, на коверце, да. Да, с иранцем, я думаю, хорошая схватка, наверное, будет. На ковре А победил Айдын Таджигали, Казахстан. Айдын Таджигали первую победу здесь одержал. Хорошую борьбу показал. Ни одного балла, да, не отдал. На ковер А приглашаются Повтор. Алексей Захаров, Сослан Рамон, Россия. О, Суслан Рамонов у нас выходит на ковера. Кстати, да, на ковера вызывает Сослана Рамонова. Захаров Алексей, Рамонов Сослан, Мэт Эй. Алексей Захаров, Якутия, и Сослан Рамонов. Ну, по всем коврам у нас очень интересные Да, да, схватки. да, да. И Евгений Жирбаев здесь на ковре С. Против иранца, да? Это очень интересная тоже схватка. Ну и Алексей Захаров. Ну, для него это будет опыт, конечно. Я не думаю, что, конечно, здесь есть какие-либо шансы, но, тем не менее, ты выходишь в ковер и выходишь побеждать в любом случае, да? И, Мотивация больше настраивается Да, на да. таких ребят, на олимпийских чемпионов. кстати, да, Сослан Рамонов, первая его схватка здесь, в Якутске. Евгений Жирбаев, призер чемпионата России 2015 года, победитель Ждем международного турнира выхода самого именитого участника нашего турнира, олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Его соперник в синем трико представитель Сослана Рамонова из Северной Осетии Алании. Амузат Аливи. Фарзат Амузат Аливи. Вот он. И трибуны, да, тепло, горячо приветствуют именитого борца. 2009 года. Давайте посмотрим, в какой он форме. Он должен быть в хорошей форме. Готовился и к чемпионату России, да. Но Ну и- после чемпионата России он сейчас турнир выиграл и чисто положил Газимагомедова. Да, в Рамонова. Грузии, да. Да. Чемпиона мира, да, в 70 У него килограмм. после так что чемпионата России у него сейчас такой Настрой, аппетит, да. настрой. После проигрыша, да. Да. А вот за Жирбаем Он давно- уже объявил о том, что в 65 будет бороться, да. Ну да, это олимпийский вес. Вернется в олимпийский вес. Да. 74, конечно, было бы сложновато, да. Не, тяжело. Не видно, что он подсушился. Уже сейчас надо, да, подводить Да, себя, да, потому что Конечно. осталось всего 2 чемпионата России, где надо показывать себя уже, чтобы попасть в олимпийскую команду. А вот будет основной соперник у него Виктор Рассадин, я думаю. Ну там 60-й. дагестанцев еще много есть. Конечно,
Состав очень сильный в этом На ковре весе. А борьбу ведут О, все, Жербаев не Наш- отпустит такого. Ничего себе, да. В первом периоде 10-0. Я вообще просмотрел, да. Государственный институт физической Дима за минуту взял. кандидат в мастера спорта. 10-0 выиграл. 27 лет. Его соперник в синем трико. Я с нетерпением жду и их встречи с Асланом Рамоновым. Победил Евгений Жербаев. Они могут встретиться тоже, да? Да. Потому что Евгений Жербаев на чемпионате России хороший бой дал. Ну, Женя, я вот давно за ним смотрю, он до финала любого может выиграть. Выходит в полуфинал, и у него совсем другая борьба уже идет. Какой-то не такой настрой, или, ну, внутренний у него какой-то этот, не может себя перебороть. А до финала он может любого выиграть, до полуфинала. Это ведь тоже, да, очень тонкая грань. Здесь работа тренера здесь очень важна. Да. Аслан Рамонов и Алексей Захаров. Пока первая минута. Опа! 2 балла есть. Опытность, опыт. Да. Посмотрим в партере, что покажет. Нет, не получилось, да? Взять захват. Арбитр дает свисток. 2-0. Очень скромный парень Аслан. Вчера мальчишки его окружили. Ну, здесь, да. Да, Фотографируется, да, на да. 4-0. На ковре С начинается утешительный поединок весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Степан Царкомов, Виталий Эспек. Хороший вес собирается, 70 килограмм состав. Да. 57 kilos are requested for repetition round. Stepan Zarkov and Vitaly Espek, Russia. А у нас еще есть утешительная встреча еще идет, видимо. Да, 57. Около 30 человек, 27, по-моему, 25 в этом весе. И опять же, если назвать имена: Аслан Рамонов, Евгений Жербаев, Арбак Сад, это вот на чемпионате России ребята, которые очень ярко себя показали в этом весе. Ну, считай, какой состав, да? Да. Тут и сильный мастер из Монголии Батыр Дене, да? Ихтер Наврузов, призер Олимпийских игр. Да. 2 олимпийца здесь в этом весе, 70 килограмм. Так же, как и в 125. И в 92 тоже олимпийский у нас призер Габар Хаташ из Венгрии, Анзор Уришев. Мне 6-0. Мне нравится Анзор Уришев. Он все турниры борется, во все. В России что есть турниры, везде борется. Это же хорошо. Многократный призер Европы, да, чемпион. Чемпион Европы. Чемпион да. Европы и победитель многократный красноярского турнира Golden Grand Prix Иван Ярыгин. Очень много медалей у него с чемпионата России. Вот мы, кстати, считали, да, с коллегой, по-моему, 9. Он каждый год. Каждый берет, год, да. Берет медали. Безусловно, один из сильнейших борцов. И опыт, конечно, у него уже накоплен колоссальный. На ковре Б победил Владимир Юншанов. Но Алексей Захаров не успел, кстати, да, вот зафиксировать вот этот прием с Аслан Рамонов в первом периоде. И 4-0 сейчас ведет. Значит, не проиграл в первом периоде, да, в отличие, кстати, от соперника того же Евгения Жербаева, который 10-0. Еще за 1,5 минуты до конца практически первого периода. Для Сослана якутский ковер Да, он счастливый. счастливый ковер. Он же
перед Олимпиадой здесь чемпионат России выиграл. А Потом чемпионат олимпийский. мира он тоже выиграл да. после чемпионата России в Якутске. Здесь он выиграл и поехал на чемпионат мира и стал чемпионом. Да. А потом здесь опять же выиграл и поехал на Олимпиаду в Рио и тоже стал чемпионом. Так что это два самых громких международных Так что у него успеха. шансы есть на следующей Все, Олимпиаде. выиграл. Только через Якутск. 10-0 выиграл Сослан Рамонов. Уважительно тоже к сопернику относится. Ну да, он действительно скромный такой, несмотря на то, что он уже именитый борец. Скромный. На ковре А победу одержал Сослан Рамонов. Доброжелательно ко всем относится. Мастер спорта, олимпийский чемпион. Ladies and gentlemen, on the И как его, да, приветствует трибуны. Russia. Ну кто бы сомневался, На конечно. ковер А приглашается Рамонов Кирилл Карыбеев. легко и проходит Егор следующую Захаров. стадию. Россия. Жербаевым интересная схватка будет. On the match A, we are Но они разделены по турнирной сетке, так что они могут только в В финале. финале, если что, да. У них всегда напряженные встречи бывают с Жербаевым. На ковер Б приглашается Лавион Бай, Соединенные Штаты Америки. Эльдар Амангенджи, Казахстан. Это будет украшение нашего турнира, если они выйдут в финал. Это будет, конечно, одна из центральных тоже схваток. on the match B. Два очень ярких. У них стиль, конечно, такой очень интересный, красивый, бросковый, да. Да, оба в таком стиле борются. В прошлом году турнир в Москве был «Шевале». И они в разных сетках были с ним. И Жербаев прошел, Газимагомедов выиграл, всех прошел. И в финале с Сосланом встретились, но Сослан его просто как ураган вынес. Жербаева. Такой у него настрой был. До этого он ему проиграл где-то. И такой настрой у него был. Жербаев не знал, куда встать. Да. Но он с таким серьезным настроем приехал в Якутск. Он здесь каждый не пропускает ни одного старта здесь в Да, Якутске. да, Он- да. Он очень любит здесь выступать тоже. Об этом он сам тоже мне говорил. Брал у него интервью тоже. Говорит, в Якутске выступать одно удовольствие. Я думаю, этот Белановский и вот Жербаев сами больше всех, наверное, здесь турниры переборолись. Да, наверное. Юра точно не пропускает ни один турнир. Вот и в Якутии. А здесь любят их. Болельщики любят Красивую борьбу, да. борьбу и спортсменов вот таких. Они себя же нормально ведут, красиво. Кирилл Корнеев и Егор Захаров. Егор Захаров, А вот Республика этот Саха. Корнеев тоже этот из Кемерово молодой парень. Да. Очень на чемпионате России тоже себя показал, нормально боролся. Сибиряк. Кстати, мы смотрели, да, все 3 ковра на чемпионата России здесь, в Якутске, по интернет-трансляциям. Были очень хорошие ребята, смотрели из Перми даже. Да. Очень интересные схватки. Выигрывали представители сильных школ из Кавказа, Сибири тоже. Мы Вот видели Корнеев очень хороший сильный. парень, очень хороший парень. Он и в юношеской борьбе, по-моему, Да, себя очень ярко проявлял. 1-0 сейчас ведет. Ну, видим, да, очень мощный физически. Егор Захаров, воспитанник училища Олимпийского резерва. Тоже победитель всероссийских турниров, призер. На международной арене пока На ковре А таких громких успехов нет. до 70 килограмм. Вот Кирилл, да, Настырный тоже очень тоже Корнеев, все время идет вперед, атакует, да, с первых минут. Россия. Силы не экономит и опять еще 1 балл зарабатывает. Вот это да. Из Кемерово 2-0. вот последнее вот время вот самый яркий вот он сейчас этот парень. Воспитанник, да? Да. Спортсмены весовой категории до 70 Ну, я Здорово, думаю, что приехал, значит. да, ну, перед турниром ему хорошо здесь пробороться у себя. Шахтерская слава, я думаю, будет претендентом будет там. Он совсем еще молодой, да? Ну, тоже? молодой пацан. Но борьба у него уже ближе к взрослой борьбе такой. Мастер спорта в борьбе 7 лет.
Тренируется под руководством Берика Таксамбаева. Эльдар Амангельдин, Казахстан. АВРП. Еще 2 балла заработал Кирилл Очень Корнеев. хороший парень. И как сейчас, да? Сил-то сколько, да? Парень очень мощный. Ну, он тренируется в 6-0. Красноярске много, он ездит туда, там тренируется с Сучковым, со всеми, там хорошая школа. Вот русские ребята появляются уже, проявляют себя в борьбе, в вольной борьбе. И все же Кавказу доминировать. Да, конечно. Но чем больше регионов, чем больше, тем Конечно. сильнее будет наша Конечно. школа, российская Да. сборная. Очень интересно, конечно. Сейчас чемпионат России прошел, Дагестан, 6 золотых медалей. Да. Практически все награды, да, забрали. Да, Но это, конечно, доминирование конечно. в России. Надо, чтобы больше все-таки, да, Да. центров силы, больше школ. Когда Советский Союз был, команда была. Потому что 15 союзных стран, это республик было. И все вот так боролись Конкуренция на одном очень уровне. высокая. Да. Сумасшедшая конкуренция была. Не хуже чемпионата мира, конечно, да, Конечно. чемпионата СССР. наверное. На ковре С начинается утешительный поединок весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Тамир Карманов, Очень уверенно проводит схватку. Да. Владимир Просто Егоров, Он сметает. разнообразный парень, он все делает. И в парке работает, и в стойке себя чувствует хорошо. Тамир Гарман, Russia. Владимир Егоров, Македония. Вот 10-0 выиграл. А, нет, еще не закончился. Нет, нет, 6-0. 6-0 ведет. А у нас на среднем ковре американец борется, да? Да, очень интересная там схватка проходит. Да, Весовая 6-6, категория до ну, 70 килограммов. Ихтер Наврузов, по-моему, да? Или нет? А, нет. Казах борется, американец и казах. Да, Казахстана да. говорит. Хорошие встречи пошли уже, второй круг. Да. Ну, Ближе к чем второму дальше, кругу. тем интереснее Да, будет, да. конечно. И ближе к полуфиналам будут, конечно, страсти нешуточные, да. Ну и финал сегодня. Самое главное. Да, самое главное, финал. 18:00 у нас открытие турнира. Красочное открытие, церемония. А в 19:00 начнутся финальные схватки в 5 весовых категориях. Борьба за бронзовые медали. Ну и, конечно, за звание чемпиона нашего турнира. Я думаю, что вся республика будет смотреть сегодня, да, телевизоров. Финалы будут переживать за Ариана Тютрина, за Виктора Рассадина, за лидеров нашей сборной команды. Ну и я думаю, что и за третье место наши борцы будут Да, ребята выступать. поборются. Да, и Герман Устинов очень ярко себя вчера показал себя. Вчера он Ну удивил. да, конечно, Никита Сучков, это, конечно, сейчас мастерство его, конечно, безоговорочно выше. Он уже 2 года подряд берет медаль на чемпионате России в таком конкурентном весе, да, как да, 74 килограмма. Об этом мы вчера тоже говорили. Ну, конечно, все согласны с тем, что это один из самых перспективных борцов этого веса, тем более, что очень еще молодой. Еще расти и расти, да, тем более, что и видно, что по нему, что борьбу любит и предан, да, из Вот семьи борцовской. Очень ему тяжело. Ему в весе я посчитался от чемпионата России. Было 8 человек дагестанцев. В его подгруппе было. Вот это да. И Попробуй, да, пройти в он финал. прошел. Ну, до финала дошел, до полуфинала. Да. А там полуфинал уже не хватило его.
И все такие Такую спортные. рубку, да, прошел. Да, Это сибирский характер. да, да. Я думаю, что когда-нибудь должен появиться и Конечно. наследник Ивана Ярыгина Великого. Появятся, Олимпийского. есть ребята. Только их надо сохранить. Сложно в борьбе, конечно, да, Да. потому что это же не футбол, где даже сидя на скамейке запасных можно стать миллионером, да. Здесь надо работать, пахать. Это действительно так. На ковре А победил Кирилл Корнеев. Кирилл Корнеев одержал победу. Хороший парень, если они его сохранят. Winner is Корнеев Кирилл, Russia. Будет бороться. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Ралф Читанов, Румыния, Остап Пасилов, Россия. Кстати, выходят и тяжеловесы наши, да, вызывают на ковер 125 килограммов. Ну, состав достойный чемпионат. Ну, конечно, если с натяжкой, конечно. Но два призера Олимпийских игр. Это, Больше тяжелом весе? да, Ибрагим Саидов, Белоруссия, и, да, и Камеев Гасеми, Его соперник в синем трико Иран. Ну, у нас в России, конечно, Финалист очень Олимпийских. проблемный вес. Это тяжелый вес. Владимир Егоров, участник Ну, интересная сейчас схватка перед вами. Первый период завершился. Тамир Гармаев, Бурятия, и Владимир Егоров, наш борец, который представляет Македонию, легионер европейской команды. Ведет Гармаев со счетом 1-0 после первого периода, да? Да, 30 секунд было там. Балл он заработал. То есть за счет активности, да? За счет Активности, да, предупреждения. Да, да. Ну, И всё. 2 балла сейчас отдал. Ничего не было. Еще 2 балла. Нет, Пять? нет, не нет, было. нет, сорвался. Не да, довел, как? не довел Да. до конца. Посмотрите на ковре, был какой счет. 10-10. Да, там просто ураган тоже. Интереснейшая схватка. Ну, там опять же челлендж, споры и так далее, судейство. Ну, это американцы, они всегда так. Встреча закончилась, выпрашивают. Кендалл Кросс, Да. это у них тренер, олимпийский чемпион Атланты 96 года. Именитый и тренеры у нас. Спортсмен просто попросил. Да, Челлендж. Тренер-то спокойно стоит. Да. Шиничи Имото тренирует сборную Японии. Ну, он здесь представляет ее. Олимпийский Вообще звездный призер. состав здесь. Да, и тренеры, и гости, Да. и участники. На каждом шагу натыкаешься здесь Да, то на, да, да, да. то на олимпийского призера, то на чемпиона мира. Немного с погоней повезло. Вот 2 дня дождь идет. Да, Да. А так бы по городу все ходили. да. Ой, интересно было бы, конечно. Ну, Тамир Гармаев очень, конечно, настрой просто. Ариан Тютрин вчера, конечно, удивил. Я думал, что более конкурентная все-таки борьба будет. А Ариан, ну, вышел и просто... У них на чемпионате России не боролись. Тоже у них такая схватка была. Да. А вчера реально Владимир сейчас взял ногу соперника. Как-то он расточительно отнесся к этому моменту. Чуть даже сам не отдал балл. И мне кажется, сейчас все. Да, Да, 2 2 балла балла, да. еще отдал. На ковре А Но, возьми 2 балла, еще время есть. И ну, да, он уехал, конечно, в сборную Македонии, выступает в Германии. Но, конечно, спаррингов, я думаю, что не хватает. Там, да? Ну да, В этом конечно. весе, откуда там такой конкурентной среды-то уже нет. да, да. А был-то он очень таким перспективным парнем. Но это тоже такие двоякие, скажем так, отношения к
легионерству. Ну, опытный мастер уже может, наверное, действительно поехать, да, и там показывать себя на международных стартах, лишь, ну, чтобы участвовать, да, потому что Конечно. у нас конкуренция очень высокая. А в молодом возрасте уехать, а потом где заниматься, как, где Все же выступать. на лицо. Вот. Это Но ж на самом деле я его помню, он когда еще... очень талантливый Да, парень, да, да. да. Сейчас не с чем бороться ему. Надо прогрессировать, расти, тем более такой возраст, когда как раз надо уже набираться, да, мастерства. Но выступает он в Бундеслиге, дважды выигрывал со своим клубом, да, выигрывает практически все схватки. Но это клубная борьба, там одна схватка за одно соревнование. Ну, это как бы заработки. Да, это заработок, Да. конечно, хороший, да. Да. Ну, На ковре победы Я думаю, от этого борьба не выигрывает. Казахстан. Ladies and gentlemen, on the mat B, winner is Amangildi Ildar from Kazakhstan. Сейчас Дамир будет за третье бороться, да? да, Тамир Гармаев выходит Россия. в малый финал на легчайшей весовой категории. Увидим мы его и вечером, значит. На ковре начинаются поединки весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Анзор Балтукаев, Россия, Ашот Рушагян, Армения. Ladies and gentlemen, on the mat B, we are starting the qualification round, weight category 125 kilos. Boltukayev Anzor from Russia and Rushanyan Ashot from Armenia are requested to the mat B. Да, хороший состав, 125 килограмм. Да, Анзор борется. Анзор Балтукаев тоже. Он на чемпионате России тоже боролся Да, да, в супертяжелом весе. Ибрагим Саидов тоже выходит на ковер. Это Ветеран. богатыри выходят, да, ветеран. Ну, посмотрим сейчас. Анзор Балтукаев перед вами, именитый борец, представитель Чечни, победитель многих турниров, победитель чемпионата России, участник Олимпийских игр. Ярыгинский турнир выиграл. Ялыгинский турнир выиграл, да. И, в общем, сейчас он себя в новом весе, в категории самой высокой категории 125 килограмм выступает. Но, опять же, как вы говорили, сейчас проблемы Да. у сборной России в Тяжелый этом вес. весе, да, на большой арене. Конкурентных пока борцов не появилось, да. Анзор Ашот Рушанян из Армении и Анзор Балтукаев, Россия, Чечня. А сейчас перед вами весовая категория 125 килограммов. Начинается схватка. Давайте проследим и за нашими тяжами, да, скажем. Потому что и здесь, как мы говорили, такая конкуренция высокая. Очень интересный состав. Анзор ведь боролся на Олимпийских играх. Да, Он же чемпионат России выиграл здесь, в Якутске. да. Хаджимурата Гацалова, кстати, тоже он здесь выиграл, да? Вот тогда. Он очень разнообразный такой борец, но все равно 2-0. не хватает что-то. Балдан Цыжипов еще есть в этом весе. Тоже очень интересный борец для этой весовой категории. Техника разнообразная у него. Очень интересные приемы он умеет делать. Но это из национальной борьбы. Он в национальной борьбе тоже чемпион Бурятии, да. И очень интересные схватки он проводит. Очень нравится, как он борется. Ну, тем более, потому что в тяжелом весе сложно. Ну, который год он же на дизель подает, но пока... Но он призер чемпионата России. Ну, постоянно бывает. Вот травму сейчас, по-моему, получил. Да. Балтукаев Вроде прием держится он за сам колено. проводил. Чемпионатов России.
Чемпион Европы. Анзор Выходит Бакубаев. сейчас Его медицинский соперник персонал, в синем трико. Ашот замораживает Рушанян, сейчас Армения. травму. Мастер спорта. Будем надеяться, сможет он продолжить. Очень ярко он начал эту схватку. Уже ведет с таким разрывом, да, 8-0. Ну да. Победитель и призер Всего минуту отборолись. турниров. Не, я думаю, он до конца не сможет бороться. Очень жаль, конечно, что О, если он не видите? смог. Да, видимо, серьезная достаточно травма, да? Поединок весовой категории до 125 килограммов ведут в красном трико представитель команды Беларуси Именитый Ибрагим тоже врач Саидов. сейчас выходит на ковер, говорил. Сапанин, Заслуженный мастер спорта, хирург, бронзовый призер Олимпийских игр со всеми 2016 спортсменами работает года. тоже нашей команды. Спортсмену 33 года, борьбой занимается 18 лет. Тренер Да, скорее всего, да. Шуматай Миниск у него. Шуваев. Ибрагим Саидов, Беларусь. Заслуженный мастер спорта. Посмотрим, что Его решит. соперник в синем трико представитель команды Кореи Куанчин Нам. Ну, скорее всего, не сможет он, да, и рисковать, наверное, Борьбой не будет. занимается Ну да, это Здоровье. первый круг. лет. Да. Является победителем Азиатских игр 2018 года. Куанчин Нам, Корея, ковер-центр. Да, секунданту нельзя выходить в шортах. Там в спортивной форме. Затягивается у нас кто-то из-за травмы, да, заминка. Что решать сейчас? Ну, Анзор сам, видимо, хочет, но позволит ли колено, да? Это- Я думаю, он не сможет бороться. Может эту схватку довести. Потому Ну, что дальше, армянский борец ну, дальше, не да. очень такой знаменитый, такой слабенький парень. Но дальше у него будет уже не такие соперники. Он стоять не может на колене. А тем временем Ибрагим Саидов первый период завершился счетом 1-0. Активности. Он с корейцем борется. Куанчин Нам. Да, не сможет продолжить схватку Анзор Балтукаев. И победа Ашоту Рушаняну. И да, вот какое уважительное отношение. Это, конечно, молодцы. Без обид. Это был, конечно, такой момент, да? А борцы все такие. Ну, молодцы. Да. С уважением друг к другу относятся. На ковер приглашается Посмотрим сейчас. Будинович, Повтор. Где он Дмитриус Михайлов. успел, да? Тут-то и вообще не касался. Ну, здесь нет, а там еще много. Нет, там все в партере накатывали, мы делали все. И Please welcome Будинович Геннадий from Germany. мышцы не готовы к работе. Mikhailos Dmitris from Latvia. Там против сустава вообще ничего не было. Еще два богатыря. Остап Пасинок, да? Синий. Саидов проигрывает уже здесь. 1-1, да, тоже Да, поперед. по последнему проигрывает он. Но он боец. Вот, ну, все, сейчас возьмет 2 балла. Остап Пасинок и Чентуан Уважаемые здесь. любители вольной борьбы, 125 килограммов. приятная новость.
4-3 ведет российский борец Чентан из Румынии. Саха-Якутия Эдуард Григорьев стал победителем среди студентов Бразилии Выиграл Остап Пасинок. чемпионата мира среди студентов. Давайте поздравим Эдуарда Кстати, здесь Григорьева. нам объявили о том, что воспитанник Черопчинской школы вольной борьбы из Пирийского Луса Эдуард Григорьев Да, накануне чемпионом мира стал стал. чемпионом мира, да, в Бразилии. Выиграл чемпионат мира среди студентов. На ковре С победил Он там, конечно, Ибрагим Саидау, Беларусь. серьезной конкуренции, наверное, не видел, как здесь на Коркинском турнире, да, но звание чемпиона Чемпион мира, среди есть чемпион студентов, мира. да. Да, никуда не денется. Надо поздравить и его тренера Данила Неустроева с этим успехом. На ковер А приглашаются Выиграл он в финале у спортсмена из Турции со счетом 10-0. Комили Газели, Иран. Кстати, вчера объявили состав женской сборной юниорской на чемпионат мира по юниорам. Казымова выиграла прикидки, и она едет на первенство мира А в Сербии. где будет? В Сербии. 17-го. Да, значит, Якутия будет и Да. да, на первенстве мира, значит, представлена среди юниорок в женской борьбе. Алина Казымова. Вчера объявили состав уже. Все. Отличная, хорошая новость. Да. 79 kilos are requested for qualification round. Tangisi, China. А сейчас мы увидим призера Олимпийских игр Камила Гасеми. Вот он перед вами. Иранец, именитый борец, финалист последних игр в Рио-де-Жанейро. С Таха Гюлем он вышел. А, тогда в финал. да. Камил Гасеми. И с ним будет бороться борец из Казахстана Инкар. О, в полуфинале проиграл. Да, Да. он за бронзу. В Да. финале с грузином боролся. Камил Гасеми. Он третьим был на Да, Олимпиаде. О, хорошие встречи пошли. Да, по всем весовым категориям сейчас. Очень интересные схватки. И скоро и 61, и 70 тоже будут возобновлены, да? Да. Следующий круг. Ибрагим Саидов выиграл, да, первую схватку? Да, чисто выиграл. На туше. Вот сейчас на ковре А и на ковре Б судят наши ребята якутские, которые сдают экзамен на международной категории. Это Лигер на ковре А и Кузьмин на ковре Б. Потому что в этом году строгий отбор идет на международной категории. И они претенденты у нас. Да, очень строгий экзамен. Да, Я видел, сдают на языки, да, да. на английский. И, конечно же, теоретический курс. Да, вот сейчас они проходят. Это сейчас у них практика идет. Их здесь тоже оценивают, да? Конечно. Оценки им будто- ставят. — 2-0. Первые 2 балла Камил Гасеми. Но он тоже к чемпионату мира готовится в рамках подготовки. Опа, как красиво сейчас. Обманул. Обманул, да. Показал в одну сторону, закрутил в другую. И уже 6-0
Вот здесь уже все. Очень четко, кстати, работает арбитр наш тоже, да? Не, Он молодцы из, ребята. он из Они, Нерюнгри, да? да, они чемпионат России оба судили сейчас. Тоже сложные схватки были, я Да. смотрел. И Кузьмин тоже очень сложный. Хорошую школу отработал. прошли. Мы за ними давно следим. Это главный судья к нам подошел. У нас все нормально. На Он ковре подойдет. А борцы весовой категории до 125 килограмм. Франция. 6-0 в пользу Камила Гасими. 20 секунд до конца первой половины. Весовая категория до 125 килограммов. Здесь тоже, конечно, борьба за медали будет нешуточной. И за бронзу тоже будет интересно посмотреть. Это уже завтра. Напомним, что у нас трехдневный формат проведения турнира по новым правилам. Первый день предварительные схватки до полуфиналов. Во второй день финала первого соревновательного дня и предварительные схватки в других весах. Ну и третий день финалы. Кстати, через месяц у нас в Перми будет проходить чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. И у нас также будет экзамен. На судьям будет экзамен сдавать на международной категории. Из Якутии будет Вика Барашкова представлять, будет повышать свой класс в Перми. Все любые соревнования украшают судьи. Когда судьи хорошие, очень зрители это ценят. Бронзовый призер Кубка мира 2016 года, бронзовый призер Европейских игр 2015 года, чемпион Европы. Ну, Камил молодец, да, выигрывает с большой разницей, но идет вперед все равно. Не дает ни минуты отдыхать сопернику. Старается выиграть досрочно. Правильно, похвально. 8-0. Ведет еще 2 балла и выиграет. Сегодня среди тренеров Класс позволяет, конечно. Очень чемпион Олимпийских игр именитый борец. Один из лидеров этого веса в мире. сборной Соединенных Штатов Так они, вот лидеры, они должны себя так здесь проверять. До конца бороться. Это им на чемпионатах мира и это уже все пригодится. 2012 Конечно, он мог спокойно толкаться, все, но он себя целенаправленно готовится уже к чемпионату мира. На ковре А победил Камили Газеми, Иран. Ladies and gentlemen, on the mat, A winner is Gazimi Kamili from Islamic Republic of Iran. Да, он, я думаю, основной претендент будет. Приглашаются спортсмены весовой категории Да, на золото, да? 79 килограмм. Приглашаются О, Василий Спиридонов, Саидов. Россия. Я думаю, и наш Бурят. бурятский борец тоже им конкуренцию составит. Нурбат Пуревжав, весовая категория до 79 килограммов. Против Василия Спиридонова выйдет. 79 килограммов. Тоже интересные мы ждем поединки. до 61 килограмма. Приглашаются Здесь не так много, да, борцов, но здесь есть Кахабер Кубешты, да? Качественный, да? Да. Состав? Ну и Пуревжав, это, да, Хороший монгол. На да. ковре Б в красном трико Геннадий Будинович, Германия. Его соперник в синем трико Дмитрий Михайлов, Латвия. Он участник 2 Олимпийских игр, Нурбат Пуревжав. Многократный чемпион и призер чемпионата Азии. Финалист чемпионата мира 2015 года. Нурбат Пуревжав. Ну, он тоже Очень себя не может высокого найти в класса. весе. Ну да, наверное. Да, Да. все ищет, я думаю, к Олимпиаде он перейдет в олимпийские категории. 86, да? Или Нет, я думаю, уйдет, ниже уйдет. 74. Да.
86 тяжело ему будет. Он и так с маленьких весов поднялся. 79 килограмм. Василий Спиридонов, Республика Саха. На Якутия. ковре П победу Молодой парень одержал тоже. Геннадий Будинович, Германия. Надо Ladies and в gentlemen, борьбе с number таким 3, опытным winner is борцом Budinovich попробовать себя. Gennady Ну from да. Germany. Вот провалил сейчас Нурбат, очень легко зарабатывает 2 балла и еще уже 6, 8 и еще раз, да? Ну все, да, все. 10-0 в пользу у Нурбата Пуревжава или нет? Ну там уже, по-моему, свисток был или что? Да? Не знаю, должно быть уже 10-0. Да, но он сам тоже считал, что выиграл уже. Да, так посмотрел на судью. А судья 8 насчитал. Ну, я думаю, что в принципе для него это небольшая проблема. Он возмещаться не будет, наверное. 2 балла. Как-нибудь, наверное, заработает в финале чемпионата мира здесь, да? Тоже очень именитый борец. Один из первых номеров сборной команды Монголии. Интересная очень команда, конечно, Монголии. Ну, Опа! Что здесь? неполноценный прием. Неполноценный, да? Да, 2 балла, да. Да, неполноценный прием. Молодец. Ну, вот так, вот таких встречах надо себя проявлять. Показывает, да. Вот Конечно. как яркий бросок, хороший. Да. На ковре А борьбу весовой Рискнул. категории до 79 Не, монголы молодцы, у них двое сегодня в финале будут бороться. Да. Россия, Саха, Якутия. Его соперник в синем трико. 2 человека в финале, это нормально, первый день. Но очень сильный Тумура Черпулга. Здорово прибавил. Чемпионата Азии. Чемпион Бросковый парень. Интереснейшая схватка будет в финале Монголия Опель. с Виктором Рассадиным. Участник И Олимпийских тоже одно из открытий вот весовой категории до годов. Серебряный 86 килограммов. Он будет с Гаджиевым из Азербайджана, да? Базригалех Ахмат. Да, вчера он мне понравился. Очень Такой хороший. очень хороший Да, парень. проходы. Да. Да. Прекрасно. Монголия сейчас хорошие ребята. у них. 1/8 финала. Мы были на Монгол Open. Монголия Опен. Монгол Open, да. Международный турнир. Там такая конкуренция у них идет между собой, да, до крови все борются. 20-летний Не жалеют друг друга. Христофор Потапов Там у них проходных встреч нету. подготовки. Является кандидатом в мастера спорта. Борьбой занимается 9 лет. Посмотрим сейчас бросок в исполнении Василия Спиридонова. Его Опа. соперник Ай, молодец. Молодец. команда России. Если бы еще плотнее, там 100% 5 баллов можно было давать. Да, Айхан Антонов представляет школу высшего спортивного мастерства молодец. Республики Саха-Якутия. Мастер спорта Российской Федерации. Борьбой занимается 11 лет. Под руководством Не тут-то было, да, не отдал в первом же периоде все-таки Антонов. схватку. Молодец. 2 балла в таком красивом исполнении получил. Да. Ну, неполноценный прием. До конца не довел. В ногу пропустил. 2 балла. И все. И накат. Все. 12-2. Заканчивается эта встреча в пользу призера чемпионата мира, многократного чемпиона и призера Азии Нурбата Пуревжава. Очень, опять же, ждем финалов. И в этом весе завтра интересно будет. Ladies and gentlemen, on the Будем back надеяться, three, что скорее Жербаев всего, с Асланом Рамоновым тоже. Да, а здесь, наверное, с Кахабером они в финале будут. Да, Монгол, ну наверное, да. скорее всего. На ковре Составом. А начинается борьба в 1/8 финала весовой категории до 61. Дмитрий Аксенов перед вами. Приглашаются Семен Владимиров, Россия, Мухаммад Рамезан Паур. С Айсеном Потаповым. Интересная схватка. Айсен, 2 якутских борца. Айсен Потапов
А помоложе будет воспитанник училища Олимпийского резерва. Очень хорошо прогрессирует в последнее время. Будет интересно посмотреть в борьбе с опытным, более опытным борцом. Он призер чемпионата России прошлого года, Дима Аксенов, да? Сейчас 61. Борется на чемпионате России, себя проявить не смог. Ну а здесь посмотрим, как он будет бороться. Пока ведет Айсен Потапов. Интересная схватка. Давайте посмотрим. Воспитанник Артура Константинова. Тут же прогрессирующий молодой борец. Мне нравится его выступление смотреть тоже. И на первенстве он был призером России. По молодежи? Да. И посмотрим. Но мы надеемся на Аксенова, что на чемпионате будет медаль, но подвел нас немного. На ковре. Пропускает в ноги сейчас атаку Айсена Потапова. Молодец, Айсен. Молодежь тоже должна прибавлять, конечно. Конечно, Да. конечно. Не вечно же тоже в лидерах, да, Вот ходить. видите, ой, молодец. 4 балла. Конкуренция должна быть. Это вот про другой ковер. Отвлекается Салтан Сергеевич. А, я Да. там... Мы смотрим здесь на Айсена. Я извиняюсь. Да. Не смог взять здесь 2 балла, кстати, Айсен. Вот. Очень неплохо прошел в ноги. Дмитрий Аксенов может и в стойке тоже неплохо может отработать. Может и бросок сделать. Два парня представляют Северные Улусы. Дмитрий Аксенов Тампунский, откуда Улус, откуда Виктор Лебедев родом. Там у нас уже второй круг пошел, да? Жиганского Улуса. Да. Второй круг уже идет. Айсен Потапов. Категорию до 61 килограмма ведут 1 балл взял, да? Семен Владимиров, Саха, Якутия. Аксенов и 1-2 счет. 1,5 минуты до конца схватки. Это уже Его соперник в синем трико. стадия 1/8 финала. Мы увидели в первый круг, это была стадия приведения, квалификации. Сейчас уже 1/8 за выход в 1/4 финала сейчас сражаются ребята. 2-2 счет уже равный. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2016 года. Бронзовый призер чемпионата мира На всех 3 коврах якутские борцы борются. 2017 Да, года. 61 килограмм, да, сейчас выступают спортсмены. Дмитрий Аксенов начинает нагнетать, да? Но он Да. проигрывает сейчас, он по одному взял, последнему, да. да? Нет, по качеству. А по качеству? 2 балла взял Айсен Потапов и по одному набрал Дмитрий Аксенов. Ведут представители 40 секунд остается. в красном трико Дмитрий Аксенов, в синем Айсен Потапов. Дмитрий Аксенов уже давно во взрослой команде сборной Якутии. Участник многих турниров, в том числе Ивана Ярыгина. На ковре победил Опа! Молодец, Айсен. Саха, Якутия. Отличный бросок. 2 балла. Обманул у него. Обманул, да. 1 балл отдали. На Да, ковер Аксену. приглашаются 4-3 выигрывает сейчас Айсен Потапов. Аксенов хотел довести до время заканчивается, Да. да. За ковер вытолкнул. И молодец. Но Аксенов взял 1 балл. Ну, это ему не поможет. 2 секунды остается всего.
челлендж хочет. Да нет, там как- 2 балла было. Да, там нечего, в общем-то, смотреть. Давайте посмотрим. Очень яркий сейчас. Я думал, Дима может взять сейчас. Опа. 2 балла. какие-то. Даже 4 балла можно было давать. 4 просит, да, если показывает пальцем 4 же. Я и говорю. То есть, вы Действие с ним было со согласны, стойки, да? да. Я с ним согласен. Там время там вернули. да, видимо, табло не выключили, да, вот, Да. когда они уже за ковром были. Но, тем не менее, Айсен Потапов выходит победителем. Молодец. Сложная Хорошая победа. схватка была. Да, хорошая схватка. Интересная. Саха Якутия. С интригой, со своей драматургией хорошей. С историей, да, своей. Очень, наверное, велико было желание Айсена Потапова Да, выиграть. и он обязательно. больше хотел выиграть. Да. Многодёрный Молодец, растет на глазах тоже. Андрей Прибавляет. Кривенёв. Это похвально всегда, когда видишь, что молодой человек Тувшинтулга на одних соревнованиях выглядит по-другому, на других уже по-другому, когда прибавляет. Видна и тренерская работа, да, что бросок хороший. Да, за 4 балла там. Ну и матереет, что называется, да. Да. Опять выходит на ковер наш хороший знакомый из Монголии против Андрея Бекренева, Тушинтулга. И Андрей Бекренев, Беларусь, Среднеколымск, скажем так. Легионер из Якутии, Андрей Бекренев, и Тушинтулга, Туменбелек, Монголия. Ну, хорошая схватка. Андрей Бекренев тоже прибавляет. Он уже берет и медали на международных турнирах, выиграл Александра Медведя турнир. Опа, очень легко пропустил сейчас многие атаку. Да. представитель 2 балла, да. Андрей 2 балла. Бекренев. Тушинтулга. Выиграл он и бронзу в Турции. В турнире Яшар Догу. Призеры международных турниров. Ну, с первых секунд Его соперник жалко. Схватка хорошая. Почему-то Петя Соловьев судит. Якутск. Тувшинтулга Туменбелек. Видимо, делегат не знает, что да, Белоруссия, Монголия. Азии. Ну, наверное, знаешь, что он такой объективный Объективный, человек. да, Да. Петя он объективный, да. На ковре С. Все равно мы стараемся сами отказываться от таких встреч, когда свои борются. Поединок ведут Даже если ты честно отсудишь, там могут потом. Вопросы, да? Барзатилов, Азербайджан. Ахмед Наби, 25 лет. Представляет Атаспорт, школу Ахмед Наби Гварзатилов тоже призер чемпионата мира, тоже выступает у нас. Очень яркий борец. Ну да. Интересно будет на него посмотреть. Красиво борется. Вот он перед ним. 2016 года. Очень техничный борец. Кубка мира в Соединенных Штатах Америки. Много у него, даже несмотря, что он не так много громких побед, но своей борьбой он привлекает внимание любителей вольной борьбы. Студент Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Борьбой занимается Думаю, что он 5 лет. составит Под очень руководством хорошую конкуренцию в этом Альберта весе, да? Макарова. Ахмед Наби Гварзатилов. Прекрасный борец. Думаю, что можем видеть и Ну, такой Большой хороший турнир. родный состав. 61 килограмм. Шинтулга не дает, просто вяжет все атаки. Прерывает, да, на начальной стадии. Такой пошла борьба вот такая. Уже швунги, да, и толкаются ребята. Опа! Андрей. 2 минуты прошло. Пока не может найти ключи к защите, да, монгольского борца. 40 секунд до Такая конца вязкая первого. борьба Опа! Ну, Тувшинтулга сейчас начинает нагнетать, идет в атаку сам. И Да, да, ушел за ковер Андрей, показывает Петр, да.
Вот Да-да. видите, какой объективный человек. Мог бы, наверное, Да, я- помолчать. Петр, я не сомневаюсь. Он 3-0 ведет Тувшин Тулга Туменбелек. Андрей Бекренев, земляк Виктора Рассадина, Среднеколымска. Очень внимательно к своим борцам относится в этом улусе, тоже помогает всегда, поддерживает. Это очень важно для молодых, Конечно. особенно ребят, конечно, когда ведь борцов, конечно, сложная всегда карьера, да? Легких путей здесь не бывает никогда. Это просто иногда людям кажется, что вот, да, все легко, просто. На самом деле здесь труд ежедневный. Здесь сложный. нету сезона. В борьбе сезона нету. Это круглый год. Турниры, чемпионаты, пенис. Если хочешь на высоком уровне выступать, то, конечно, да. Это же не там не на праздники там выступать, да, это же ежедневный, каждодневный труд. Мне просто кажется, что вот пришли там на чемпионат, поборолись, все, да, отдыхать. На самом деле нет. Виктор Лебедев тот же, да, который был примером многие годы. Он 1 января первым приходил, говорят, на тренировки еще с самого детства, когда уж совсем молодой был. Охранник открывал ему дверь в зал. Он один приходил тогда, чуть ли там не в 8 утра. Таким надо быть преданным своему делу, работать, только тогда успех придет. Он всегда говорил, надо больше работать, чем твой соперник, только тогда выйдет. А тут у нас взрывается просто зал. Это не по поводу, конечно, вот этой схватки. Взял балл здесь Андрей Бекренев, начинает нагнетать, 2 минуты остается еще до конца. Андрей парень настырный, с характером, сильный, физически очень крепкий. Об этом все говорят тоже, да. Ну, может и накат сделать, если в паркер приведет. Но пока о паркере говорить не приходится. Ну, ваши ребята в Беларуси себя всегда проявляют. Не просто так туда ездят. Победу одержал Семен Владимиров. А в очень яркой борьбе выиграл Семен Владимиров. Молодец. 11-6. Это хорошо. 11-6, да, такой разрыв. Ой, яркая борьба. Молодец. Он тоже в новом весе себя пробует. Тоже воспитанник Артура Константинова. И молодец. И Асен Потапов его прошел дальше. И мы видим, Семен Владимиров вторую победу одержал, выиграл у Касумова из Азербайджана. Тоже сильного борца. 11-6. Жаль, что мы не смогли схватку посмотреть. Но все мы схватки посмотреть не сможем. К сожалению, это телевизионный эфир. И здесь мы можем смотреть только одно действие. 4-1 уже счет стал. 4-1 ведет сейчас Тувшин Тулга Туменбелек. Ну, сильный, конечно, борец с Монголии. Призер чемпионата мира, да? Да-да. Многократный чемпион Азии тоже. Призер Азии. Один из сильнейших, в общем, борцов этого континента в этом весе. — 30 секунд остается, только наверное, бросок на 4 балла сможет спасти ситуацию. Полминуты. Не дает взять захват, да, Тувшин Тулга. Да, монгольские ребята на руках хорошо работают. Да, хорошо, Да, здорово. чувствуют борьбу в стойке. Ну, это Бросок в ноги. имитации. 10 секунд. Надо проходить так, как тютеринг проходит. Жестко, нагло. И это, да, будет Да, результат. кстати, он со стойки вчера очень здорово Да. проходил, да. И тому же Владимира Егорову дважды
подряд сделал. Вот ребятам надо вот так бороться, жестко, нагло, на ковре. Спортивная наглость, она... Да, вот спортивная наглость. Товшин-Тулга Тумен-Билек выиграл вторую схватку. 61 килограмм. Один из лидеров, конечно, в этом весе будет он. Петр Павлов, Россия, Саха-Якутия. Ladies and gentlemen, we are continuing the balance of the weight category 61 kilos. And please welcome to the Med B. Ингус проигрывает 5-1. Кстати, Сандип Тамар, да. Russia, Med B. Так, На ковре С Георгий Кычкин, да? Да. 1/8 финала Георгий Кычкин, победителя международного турнира Романа Михайловича Дмитриева. 5-1 выигрывает у именитого спортсмена. Хороший бросок, на 4 балла сделал. команда Республики Саха-Якутия. Георгий, Молодец. 20 лет, Первый период завершается 9 лет, со счетом мастера спорта. 5-1. Представляет училище Олимпийского Молодец. исследователя Романа Михайловича Дмитриева, тренер Гаврин Игнатьев. Его соперник в синем Тоже один из растущих наших борцов выигрывает у участника Сандип. Олимпийских игр, чемпиона Азии, чемпион мира среди военнослужащих, кстати, Сандип Тамар. Да, в Москве, по-моему. Да, он финалист недавнего международного турнира Яшар Дагу, кстати. 2018 года чемпион Проиграл он Азии тогда иранцу 2016 Яхани. года, чемпион мира среди военнослужащих Георгий 2014 тоже года. одна из надежд нашей команды. Это тоже во взрослой борьбе он начинает себя проявлять. Ковер С. Посмотрим. Интересная у него тоже техника борьбы. Ну, в общем, спортсмены из Амги, в общем, интересно. Тоже накрылся сейчас. Молодец, 2 балла взял. 7-1 уже ведет Георгий. Опять же. Опа, здорово. Как. Рычаги-то длинные, да, у парня. Да. Здорово он пользуется. Правильно, техника хорошая. Опа, и в обратный тоже пытался сейчас. Тоже хорошая мысль, в принципе, была. Не до конца сделал, конечно. Но если сейчас 2 балла возьмет, то чемпион Азии он может досрочно выиграть. Молодец, Георгий. В хорошей форме подошел к нашему турниру. Радует. Это радует. Ну, вот уверенно борется. Да. Все получается. Он такой, в общем, мне очень понравилась его борьба. Вот как раз я упомянул, да, Роман Михайлович Дмитриев турнир. Он выиграл практически все схватки на последних минутах. Это же говорит о характере человека, да, о том, что он умеет вовремя собраться. Это для борца это очень много. Значит, тот же наш Виктор Лебедев, которого мы постоянно вспоминаем, да? На последних секундах сколько схваток выиграл. И Да. таких именитых борцов тоже. Срыв был, да, атаки, помню. Срыв. Ну да, атака его была, но и Там, срыв, да. правильно. Риск. Сандип начинает сейчас уже. Опа! Крайской бросок сейчас. И может сейчас и... Да, и положил, по-моему, уже. Все, да. Туше. Вот это да. Да, перехвалили мы вот. Георгия. Опыт есть опыт. Опыт есть опыт, Да. конечно. Чемпион Азии. 9-1 проигрывать и Участник положить. Олимпийских игр. Только так он мог выиграть, наверное, эту схватку. Да, там вариантов других не было. Да, Ну, правильно. Шанс был, он его... Чистую победу Воспользовался. одержал Томар Сандип. Сандип Тамар, вот это да. Ну, один из 2016 лидеров, года. конечно. Один из именитых борцов этого веса. Тоже. На ковре Ну, борьба С такая интересная была, конечно. Но жаль, конечно, что наш проиграл, да. Ну, ладно, мы с 4 баллами этими, но Туше... Но здесь, конечно, вот У него шанс был накат сделать до конца, вот 9-1 когда Да, был. да, Надо вот Надо было делать, да? воспользоваться вот этими моментами. Тем более опыта нету большого, чтобы 9-1 отстоять. Да. Вот переход из юниорской борьбы во взрослую борьбу. Да, Вот такой он результат. сложный. Такой он сложный.
Еще один спортсмен из Монголии перед вами. Целая делегация приехала. Да, Монголия. все Большая делегация. первые номера практически приехали. Я думаю, что многих, если не всех, мы увидим на чемпионате мира. Ганзарик Мандахнаран, конечно, проиграл нашему Герману Устинову, что Вчера, достаточно, да. да, Герман Устинов без сомнений тогда. 1/4, по-моему, они боролись. Да. Нет, в первом, по-моему, круг. Первый круг. Первый круг? Да. И сразу выиграл. Герман. Да. С таким настроем вышел, конечно, вчера. Было очень интересно смотреть. Ватардене Бямбадорш, да. Албан Авакумов, Якутия. Бямбадоржа тоже мы, конечно, здесь Это видели. молодой много. парень Да. с Якутии. Нет, про Авакумова, да. Бямбадорш с Монголии. Бямбадорш. Ватардене. Участник чемпионатов Азии и мира. Бронзовый призер Монголия Open домашнего турнира. Вот же. На ковре С весовой категории до 70 килограммов в 1/8 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Монголии Бямбадорш Батардене. Бямбадорш Батардене – участник чемпионатов Азии и мира, бронзовый призер международного турнира Монголия Open. Его соперник в синем трико представитель команды России, Республики Саха Албан Авакумов. Батардене взял 2 Албану балла 18 лет, в первую минуту. Борьбой занимается 6 лет. Представляет училище Арбитр строгий из Канады. Романа Михайловича Да. Дмитриева. Георгий Дмитрий Гуцу. спортивный разряд. Борьбой занимается под руководством Опытный. Станислава Захарова. Часто сюда приезжает в Якутию. Авакумов, Саха, Якутия. Албан Авакумов очень молодой еще. Да, видно по Да, борьбе, да. 16 лет. Так что для него это скорее опыт действительно будет. Конечно. На таком турнире побороться, это много пользы принесет им. Даже подготовка вместе со сборной командой, да, эти Конечно. сборы, это много дает, конечно. Вместе с лидерами готовиться к турниру, провести схватку с именитым борцом тоже. Это дорогого тоже стоит, конечно. Тем более, что выезды у нас сложно, конечно. Географически мы очень далеко от центра, да. Да, Так что соревнований не так много у молодых ребят. Больше друг с другом, конечно, здесь. Хорошо прошел сейчас ноги Албан Авакумов. Опа! И должен 2 балла здесь брать. Да, 2 балла есть. 2-2 счет. вот знаете, хорошо, что Республика 2 турнира таких хороших проводит. Да, Романа международных, Михайловича да. Дмитриева. Да. Отличный турнир тоже. Вот единственный, где вот ребята еще На могут ковре себя вот А показывать. позитив А Николай на самом Иванов, деле Россия. юниорских турниров таких вообще нету в России, кроме Романа Дмитриева. Ladies and gentlemen, the Вот. medley winner is Ivanov Nikolai. Вести отсюда до центра России очень тяжело. Целую команду, да, еще. Да. Да. На ковре А Очень большие начинается расходы. борьба в 1/8 финала весовой категории до 70 килограмм. То, что называется, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду, да? Значит, если мы не можем все команды постоянно выезжать, то надо, чтобы к нам приехали. Надо сделать такие турниры, чтобы борцы с большим удовольствием и приезжали на наши турниры, участвовали. Да вот на Кавказе много турниров проводят. Ну туда приезжаешь, допустим, в одном весе дагестанцы по 10 человек борются. Как вот с ними бороться? Да, конкуренция там, конечно, даже внутри республики, конечно, И очень. нашим ребятам тяжело Победил пройти это все. По 10-12 человек в весе борются. On the mat B, winner is Nurgun Alexandrov, Russia.
Нургун Александров объявляют, первую победу одержал. Тоже интересно будет его схватками посмотреть, 61 килограмм. Есть хорошие ребята. Я думаю, что должны мы надеяться на медали и сегодня тоже. Сегодня у нас будет 2 золота. Ну да, Это мой прогноз. ну, Они оба выиграют. ваш прогноз, да богу, в уши, да. Они оба выиграют. Мы будем надеяться, конечно. «57» я вообще не сомневаюсь. 60, да, там поборется, но... 65, да. 65, да. Витя, он с амбициями, он 2 раза не проигрывает. Ну, ваш любимец тоже, да, Виктор Да, Асанов, да. Уже. Они все хорошие ребята, якутские бойцы. Мы на чемпионатах России следим за ними. И да, сейчас на коварный прием чуть не Да. попался сейчас Албан. Надо сейчас из этого положения выходить, да. 4-2. На ковре С весовой категории до 70 Вашей команде надо сейчас свежую кровь, свежих молодых ребят. На ковре Вот, победа сейчас пока присуждается Ихтиору Тютрин. Маврузову, Узбекистан. Выходит на такой уровень, который может за ним тянуться потом. Эти же ребята. Молодежь, да? Да, молодежь. Он Да. и травмы перенес, и все, у него был спад, когда травмы были. Да. Ну, сейчас почувствовал вкус победы. Я думаю, к Олимпиаде он один из якутских борцов будет, наверное, самый такой, который может претендовать. На 57, да? 57 тяжело, но Константин Абалашвили, Грузия. легко ничего не дается. Все надо работать, все надо показывать. После Лебедева это вот Тютрин, я думаю. Будем надеяться. Бямбадор сейчас бросок на 2 балла. И опять же на туше чуть не выиграл Батыр Дене. Ну, нет такой тягучий парень ваш, молодой, 16 Да. лет. 8-3 счет. Ну, видно по нему, что он сыроватый, но есть желание у него бороться, есть характер. Просто так баллы не отдает. Все в борьбе идет. Полминуты. Ну, видно, у него детская борьба еще. Все движения, все это, все детские. Молодец. Хочет идет борьба. бросок сделать, да. Работает. До конца отработал все-таки схватку, да. 4 секунды остается. Ну, это не надо. Последние секунды. И Батыр Дене Бямбадорш выигрывает первую схватку. Со Устал, счетом, он да, 8-3. устал. Да, кстати, да. Молодец ваш, ребят, молодой парень. Монголия. And the men's winner is Bямbadosh Батыр Дене, Mongolia. На ковер С приглашаются Сослан Рамонов, Россия, Тимур Николаев, Россия. Опа! Якутия. Сослан Рамонов и Тимур Николаев. Тимур Николаев хорошо отборолся на чемпионате России. Да. Проиграл в полуфинале Арбак Усат. Мог выйти в финал. Да, А там была у него возможность. Мы за видели, него да, болели как там. он взял ногу, но не смог взять. Надеялись, Да. надеялись мы на медаль там. Это, Мог как минимум серебряные Да. медали добраться Да. в чемпионате России. Значит, больше всех у него шансов было. Вот да. Абалашвили Константин. Сослан Рамонов перед вами. Олимпийский чемпион, чемпион мира. Северная Осетия, Алания. И Тимур Николаев.
Ladies and gentlemen, on the mat B, we are Республика continuing Саха-Якутия. with weight Один из category тоже растущих наших 70 борцов kilos. в средних Among весах. them, Ильдар Он является Казахстан лидером. and Жирбаев Евгений Константин from Власов Russia есть. are requested to the mat Джилстан B. Булатов, который вчера боролся 65. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы победить Даулета Неизбекова. Очень хорошую борьбу показал. На ковре Он молодец цезаревой тоже, категории с характером и до 70 килограммов поединок физически ведут очень крепкий, красный сильный парень. трико, заслуженный мастер Совсем спорта, немного не хватило. олимпийский чемпион Сослан Рамонов. Самое главное, чтобы они себя поверили. Условия есть. Борьбой занимается 12 Тренеры атлет есть под хорошие. руководством Анатолия Маркиева, Евгений Жирбаев тоже мы видим, готов Да. к чемпион схватке. мира 2014 года. Очень Его интересно соперник смотрит на в синем Сослана, трико, представитель команды наблюдает. России, Республики Саха, Интересно. Он даже не на своего соперника смотрит, а вот на борьбу, которая идет здесь. Интересно Тимур ему. Николаев представляет школу высшего спортивного мастерства. Хочет в финале Северо-Восточного встретиться, да? университета имени Максима Кировича Амосова. Ну, Мастер Тимур спорта пока России, тренер балла не Крылов, отдал. Кирилл, Первая минута схватки Тимур Николаев, завершается. Россия, Саха-Якутия. Ковер С. Ну, Сослан интересно борется. Он вяжет, потом вот это сбрасывание у него хорошо всегда получается. Когда в оптимальной форме он красиво борется, Сослан. А Жирбаев уже 4-1 ведет. Первая за 30 секунд. Активно балл дали Сослану. Взрывается сейчас Сослан Рамонов. И нагнетает темп. Вышел за ковер, да? Да. Было касание. 2-0. Ну, вот видите, вот как он зад заходит, сбрасывает. Опа. Тимуру бороться надо, не надо ввязываться с ним. 4-0. Так красиво все сделал. Да. Ну, Скорость, да? Вяжет, потом сбрасывает, и у него 100% этот лишних движений не делает. Но это признак На высокого ковре С класса 1/8 мастера, да? финала. Высококлассного мастера. Тимур в его борьбу ввязался. А свою борьбу надо. Представитель команды России, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, 27-летний Сослан Рамонов. Сослан Рамонов представляет ЦСКА. Зрители приветствуют Сослан. Под руководством Анатолия Маркиева. Ну, самый именитый борец Ну на да. нашем турнире, конечно. Мира 2014 года. Его соперник в синем трико, представитель команды России, Республики Саха, 22-летний Тимур Николаев. А, кстати, да, Тимур Николаев Тимур всего-то Николаев 22 тоже, Ну да? да, молодой парень, ему Мастерства Республики надо свою борьбу. Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета. А он уже достаточно давно в борьбе, поэтому На ковре привыкаешь, что да, Иван Барашев. Давно будет. забываешь, что парень-то всего еще Барашев Видите,
принципе, вот так надо бороться. Ну, что проиграешь, но зато На ковер 6-0. приглашается Айдын Тажигали, Казахстан. Ladies and gentlemen, and we continue the bouts in the weight там сейчас на category of чемпионате России это убойная группа была у Рамонова. Там Да. вообще From Kazakhstan, Matt Age. все там были. И Курбаналиев, Гази Магомедов, Рамонов. Это вообще... И Жербаев еще. Да. Там вообще как будто нарочно сделали все. Ну так вытащило, видимо, сами вытаскивали жеребьевку. Жербаев там опять очередной концерт устроил. 12-1 выиграл у казахстанца. Да и очень тепло его приветствуют трибуны. Любят его здесь многие любители борьбы. Ну, когда так вот борется человек, всегда хочется поддержать, да? Да. Такую борьбу Жербаев Евгений. настоящий. На ковре А победа присуждается Айдыну Тажигали, Много Казахстан. баллов, очень ярко, разнообразно, технично, красиво. То же самое Сослан Романов, конечно. Как, да? Но Тимур Николаев на чемпионате России очень здорово На боролся. ковер А приглашается Ну, у него подгруппа хорошая была. Да, подгруппа действительно Назирбек хорошая. Безриев, Россия. Молодец, 2 балла-то есть. Провалил здорово, молодец. На ковер Б И накат, опа, не удался. Сорвался там захват. Денди, Молодец. Тутактов, Люксембург, Монголия. 8-2. Ladies and gentlemen, on the mat B, we are Молодец. starting the bouts in the weight category up to 92 kilos. Hatos Gabor from Hungary and Mosumzorchi Turkovtov are requested to the mat B. На ковре Б борьба в 1/4 финала весовой категории до 92 килограммов. Последняя минута сейчас будет отсчитана. Тимур молодец. Ну, сейчас последние атаки еще надо попробовать на олимпийском чемпионе провести. Да. Конечно. Он же тоже человек, Сослан Романов, да? Да. Те же руки, ноги. А счет большой 8-2. Поборись для себя. Почувствуй, что ты можешь. Опа, молодец какой. Сейчас можно было, в принципе, да? Вера в себе надо им, вот этим ребятам, нашим ребятам. 25 секунд. Вот что ему мешало спасибо. первый период так бороться? Но он действительно, да, может быть, все равно робость какая-то же перед да. именем, наверное, есть какая-то, да? Ну так Тимур? надо, вера в себе надо. Да, 8-2. Молодец, Тимур. Я думаю, что он и за бронзу, если Сослан выйдет в финал, Ну, у него должен побороться. протащит его. Я думаю, да. Match C, winner is Saslan Молодец. Ramonov, Russia. Хорошую готовность показал в этой схватке. Я считаю, что Да. сильно Хорошая не схватка устал была. тоже, да? 1/4 финала. Просто Тимуру надо было с первой минуты уже бороться. Давайте посмотрим. Вот как он, да, ногу взял. Контр тоже движение. Сослан. Здорово. Здесь 2 балла взял и хотел сразу же. Это тоже вот признак мастера, когда не только 2 балла, а вот сразу, чтобы с продолжением, чтобы эта атака динамике, была. в динамике Да, это чтобы и дальше, и дальше, и дальше. Это тоже признак высокого класса. А не так, чтобы там уложил 2 балла, взял, и там лежишь и отдыхает, да, там бывает что-то. Сослан провалился А здесь, да, в провалился. своей атаке. Анзор Уришев перед вами.
с Максимом Толмачевым сейчас будет. Нашим молодым парнем. Максим любимец публики тоже. Воспитанник училища Олимпийского резерва. Вот он перед вами. Призер международного турнира Дмитриева. Ну, молодой парень. Да. Ну, травма ему мешает еще расти, к сожалению. Вот так, очень талантливый парень, ярко он борется. Такой не толкач, техника неплохая, конечно. В общем, хороший, перспективный он был парень, но вот травмы действительно мешают. Мы видим, и колено его сейчас тоже с повязкой, да, он выходит. Здесь самые такие возрастные, наверное, вот Уришев Анзор Уришев, да. и Саидов вдвоем. Они самые такие монстры, которые уже десятки лет в борьбе. Больше десятки. Анзор Уришев на всех чемпионатах России, которые были здесь, по-моему, участвовал. Ну, на последних 3 даже, наверное. Да? Он все турниры борется. Да. В чемпионатах, турнирах, везде он борется. Профессионал. Кандидат в мастера спорта. Чемпион Европы, призер Европы, многократный чемпион Заслуженный турнира мастер Ивана спорта. Ярыгина, да, заслуженный мастер спорта, многократнейший призер России. И тут же, конечно, начинает сказываться, да, его мастерство. Конечно. Он к своим противникам с уважением относится, к судьям. Вообще очень порядочный, очень такой... Любимец Красноярска, да, красноярской да. публики. Да, вообще его все Да. уважают, любят как борца. Пример для молодых. Вот как болеет за Максима, он даже убежал просто. И такой 2, 4 и 6. На ковре Б борцы весовой категории до 92 килограмм. Борьба в 1/4 финала. В красном трико представитель Венгрии Габор Хаташ. Кстати, призер Его соперник в синем трико Олимпийских игр Габор Хаташ тоже рядом. Туртовтов Мурсензовдош. 8-0. Участник сейчас на чемпионатов Азии. Провел. Бронзовый призер 10-0. международного турнира Golden Grand Prix. Но я думаю, что Анзор выйдет в финал. Тогда Максима будет тоже возможность Ну да, утешаться. в утешительных схватках тоже себя попробовать. На ковре С чистую техническую победу одержал Анзор Уришев, Россия. Анзор Уришева поздравляем с первой победой на нашем ковре. Посмотрим На ковер С в дальнейших приглашается схватках. Паредес Виллагомес, Артур Наифонов, Россия. Кстати, Артур Найфонов сейчас тоже выйдет. Вот так они с Уришевым в одной сетке. On the men's scene, weight category, 92 kilos are requested. Paredes Villagomez, Ну да, and Artur Naifonov, Russia. поборются они. Артур тоже молодой парень. А это Габор Хаташ и Лусандорш Паредес Турктохтох из Монголии. Ну, сложное имя у парня. Выигрывает он у призера. Габор Хаташ призер и чемпионатов Европы, и на Олимпийских играх он был медалистом. Уступает сейчас 2-0 сопернику из Монголии. Вот такой. Техника такая, скажем, европейская, больше на силу, так на атлетизм, да, Да. Габор. Ну а монгол, конечно, у них своя национальная тоже борьба. В общем, традиции в борьбе у них большие.
исторические. Поэтому технически он, конечно же, оснащен, я думаю, что лучше своего соперника. На ковре А И победил вот последняя секунда Назарбек сейчас. Ивлиев, И может сейчас уступить уже в первой схватке венгр. On the mat A, winner is Хизриев Чувствует хорошо Назарбек, ковер, Russia. рабочую зону. И все, выиграл Луфсандорш. Габар Хаташ. Такой На ковре Б мощный тоже. Да. Туртоктов Лусандорш. Сандорш молодец, выиграл. Ladies and gentlemen, on the mat B, winner is Лосундарчин Тюртовтов, Монголия. На ковре А начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Илья Матучин, Германия, Герам Черкоев, Россия. Ladies and gentlemen, and we are starting quarter-final bouts in the weight category 92 kilos. And please welcome to the mat A, Matuchin Ilya from Germany and Cherkoyev Geram, Тут у Russia. нас из Осетии много борцов. В 1/4 финала весовой категории до 125 килограмм. Приглашаются Балдан Цыжипов. Балдан Цыжипов и Остап Пасюнок, да, похоже, выходят. 125 килограммов, интересная тоже схватка. Вечные соперники. Да. А из Кемерово, да, Остап Да, да, Пасюнок? да, да. Цыжипов Балдан. Сибирские парни Пасюнок Остап. из Бурятии. Requested to the mat B. Балдан Цыжипов и Остап Пасюнок Кемерово. Найфонов 10-0 выиграл. Артур Найфонов, да, в первом периоде, да? Да. 92 килограмма себя попробует Артур. 86, да? Ну, вчера жеребьевку не прошел он, позавчера. Да. Так же, как Опоз- и этот, да? 57. Да-да. Тондукол решил. Опоздали на жеребьевку. И вот пришлось на другую весовую категорию перейти. Да, жаль, что 86 не посмотрели. Ну Вот да. тоже интересно было. Ну, 92 тоже интересный состав. Артур молодец. Борьба в 1/4 финала. В красном трико Чемпион Балдан Европы. Цыжипов. Тоже один из молодых перспективных борцов России. Ну да, он и как бы первый номер в сборной России. На ковре С начинаются поединки весовой категории до 125 килограммов. Балдан Цыжипов, призер 1/4 финала. чемпионата Приглашаются России. Ашот Победитель и Лусаян, призер многих Армения, международных турниров. Ибрагим Очень опытный Заидау, борец. Беларусь. The mat C in weight category 125 kilos are requested Ashok Rushanyan, Armenia, and Ibrahim Saidov, Belarus. На ковре Б в синем трико Остап Пасюнок, Россия, Кемерово, мастер спорта, победитель и призер международного турнира памяти Дмитрия Коркина 2010 года и 2017 года. Цыжипов выигрывает сейчас 1-0. Ну, за счет этого, да? Пасюнок в 2010 году боролся на Коркина. Уже, Ну, уже сколько раз, да, боролся? да. Да, объявили, кстати. Он выигрывал, да, кстати. И наш турнир, и призер. Так же, как и Балдан Цыжипов тоже. Здорово убежал сейчас, конечно. Вроде прошел в ноги, да? Остап Пасюнок. Защитился Балдан. Тяжеловесы в сборной Бурятии тоже. Цыбик Максаров тоже становился призером чемпионата России. Да. Сейчас он старший тренер в сборной команде.
На ковре А победил Герам Черткоев, Россия. Тем не менее, такой играющий тренер, что называется, выступает. Спортивную карьеру еще не завершил. Ну и в национальной борьбе эти мастера тоже именитые в республике. Весовой категории до 120 И Балдан, и килограмм. Цыбик Максаров. Олег Болтин. Ну, я смотрю на этих соревнованиях, Юра Сандаков с команды этот приехал. Да, Его, он что с руководит, ними, да. да, не разговаривал, но его вернули обратно, главным тренером. Сандакова, да? Да, да. Он в Москву уезжал. Кстати, да, он же переехал Да, в Москву. его вернули, попросили обратно возглавить сборную команду. А, вернулся. Да. На ковре С в 1/4 финала весовой категории. Все-таки более опытный наставник нужен, да, команде? Поединок ведут в красном трико представители Да и авторитет у него больше. Ашот. Тут еще играющий тренер, как вы сказали, играющий борец. Главный тренер должен быть, На мостике, да? да. Участник чемпионата мира. Пасенок 1 балл взял здесь. Его соперник В начале уже представитель второго. Республики Кстати, Беларусь. сейчас у них турнир международный в Улан-Удэ будет по-другому называться. Бронзовый придет А как? Байкал Опен на приз главы Республики Бурятия. Ну, Байкал Опен у них и турнир по стрельбе из лука тоже проходит. Ну, видимо, такой. Ну, вот было такое предложение, я как раз присутствовал, я был главный судьей в прошлом году. И мое мнение спрашивали. Я говорю, конечно, это по-другому будет звучать. Байкал, да? Да, Байкал Опен. А то на приз главы, ну, для иностранцев это непонятно. Да. Монголия Опен, Байкал Да, Опен, да? да. Или имени Ивана Ну, Еригина. Улан-Удэ знает Дмитрия по Байкалу в Крольчикова. основном эти иностранцы все. Конечно. Это своего рода и небольшая реклама для Байкала. А Балдан вернул свой балл. А здесь кто? 2 балла по Синяку дали. Трико представитель Казахстана. 3-2 ведет тогда Пасенок, да? В синем трико И уже 1 балл даже не спасет. Надо 2 балла. Да, 2 балла надо брать ему, Балдан. серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионата один. Азии. Он должен, Еще надо. он должен, Балдан, он помоложе. Да, и в концовке, конечно, больше сил должно у него быть, да? Ну да. Больше энергии. Пасенок Темп надо силы сейчас оставляет для шахтерской славы. Ну да, домашний, да, турнир? Да. Он в прошлом году выиграл. Опа! На 4 балла бы. Это вот то, что умеет Балдан Цыжипов. Положил у него. Чистая победа, да? Он даже не сопротивляется. Пасенок. Подустал все-таки. В прошлом году они шахтерской славы в финале боролись. Там выиграл Пасенок. На ковре Б победу одержал Балдан Цыжипов. Реванш сделал, значит, Да. в красивом стиле. Здесь в Якутске приветствуют тоже его болельщики. Ну, для такой весовой категории отличная техника. Весовой категории до Посмотрим этот бросок сейчас. 79 килограммов. Приглашается. Нет, это... Хотел вытолкнуть его. Да, и вот Опа, улетел. поймал на бедро, на колени. Выше колена. Россия, Кубершти. Ladies and gentlemen, on the mat B, we are starting the quarter-final bout in the weight category up to 79 kilos. Yusuf Ibrahim from Azerbaijan and Kubersti Kahaber from Russia. О, Кахабера первая схватка. Да. Вызывает, да? Да.
монгол Нацакцурен и Болтин. Сейчас из Казахстана борец. Две азиатские команды представлены в весе 125 килограммов. Нацакцурен, Золбо тоже наш хороший знакомый здесь тоже выступал на турнире Коркина. Он даже медалист, по-моему. Ну, Болтина. Да, единственный турнир Коркина, где иностранцы медали зарабатывают. И очень много. На ковре С в супертяжелом весе. Это хорошо для развития борьбы. Килограммов в 1/4 финала. Поединок ведут в красном трико представитель команды Армении Ашот Рушанян. Ашот Рушанян – участник чемпионата Европы 2016 года, участник чемпионата мира 2016 года. Первый период завершается, да? Схватки. Команды Беларуси Нацакцурен, Золбо. Ибрагим Саидов. Ибрагим Саидов. Здорово посадил здесь. Бронзовый призер 2-0 идет, да? игр 2016 года. Ковер С. Он призер международных турниров, и себя тоже дома выиграл медали на Mongolia Open. Участник чемпионата Азии. То есть он лидер в своей команде в этом весе, получается, да? Да. Но мы видели вчера тоже одного тяжеловеса из Монголии, 86, да, ну, относительно. Но он молодой, очень мощный парень. Большая Очень понравился. перспектива у него будет. Да, Это мне да, тоже так показалось, что хороший борец растет в Монголии. Ну и сегодняшний наш, опять же, финалист, возвращаясь 65 килограммов, все равно мыслями мы далеко не уходим от этих финалов. Держим в уме. Да. 57-65 килограммов сегодня вечером, 18:00. Еще раз напомним, не забудьте включить ваши приемники, телевизор. На ковре С. Или при возможности прийти, конечно, сюда, в наш дворец, поболеть за наших ребят в финале. 79 килограммов. Очень интересные схватки нас ждут. Я думаю, что и Турция. антураж соответствовать будет, потому что я вижу, что подготовили и для спортсменов выход эффектный, да, да. постамент сделали. Думаю, что будет очень красочное и интересное здесь мероприятие, тем более в 6 вечера открытие сначала будет турнира, красочная церемония. Но события большие. Конечно. Знаете, вот турнир Коркина Дмитриева, если что-то новое бывает, ну, в правилах, изменения, вот, проведения соревнования в Международной федерации, в Якутске сразу обкатывает это все. Мода идет отсюда уже в Россию. Ну, молодцы. Вот красочно проводят соревнования. Ну, это же для зрителей. По спортсменам что надо? Им ковер, помост, ковер. Всё, да? Это все для зрителей. Конечно, когда такое количество зрителей приходят, очень А приятно спортсменам смотреть. зрители как раз нужны, чтобы Конечно. приходили зрители. И так при пустых трибунах тоже. Вот что за радость бороться. Ну, чемпионат России, когда мы сейчас проводили вот, в Москве, Да. народу было на вольную борьбу, они в проходах сидели, не все вместились туда, на вольную борьбу. А вольная борьба закончилась, была греко-римская, вообще пустые трибуны, вообще никого не было. Вот как популярна эта вольная борьба. И сама по себе она и красивее, и зрелищнее. А греко-римская вообще народу не было никого. Пустые трибуны. А на вольную борьбу многие даже не могли попасть туда. Хотя и вход был это платный. Не знаю, какая сумма там была. Да, монгольский борец выигрывает эту встречу. Счет 3-0 завершается. Эта схватка. На ковре
над Он уже Саксурем. вторую схватку выиграл, да? Да, видимо. Ladies and gentlemen, on the mat A, the quarterfinal bout, the weight category up to 125 kilos, winner is Natsuksuruki Zongo, Mongolia. На ковер А приглашаются Камиль Газини, Иран. Нет, он благодаря жребию сразу попал в четвертьфинал. А, И с Болтиным он встречался. И следующим его соперником будет Балдан Цыжипов. Ну, видимо, Балдан в финале, надо сказать. А вот Камил Гасими, На ковре С чистую двукратный призер легкую Олимпийских игр. Ислам Килик, Турция. On the mat C, И молодой парень, видимо, да? ну да. На ковре С начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Айсен Потапов, Христофор Потапов, представители Геннадий команды Кудинович России из Германии, on the mat C, in weight category 61 Камил kilos, Гасими. requested Aysen Potapov, Christopher Potapov, Russia. На ковре Б борцы весовой категории до 79 килограммов. Борьба в 1/4 финала. 125 килограммов. А мы ждем возобновления 61 килограмм. Сейчас в больших весах не так много участников, поэтому уже в стадии 1/2 финала вышли, да? Анзор Уришев там, и других, и 92 и 125. 2013. Победитель международного турнира в Тбилиси 2018 года. Гасими выиграет и в полуфинал попадает. Международного турнира Golden Grand-Prix Иван Ерыгин. Встретится он с победителем пары Уважаемые любители Инкар вольной и борьбы, Саидов. среди почетных Да? гостей в этом зале сегодня нет. присутствует учительница заслуженного тренера Советского Союза Дмитрия кстати, да. Петровича Коркина Мария Георгиевна Стручкова. Они могут встретиться уже в полуфинале. Ей 94 Да, года. интересно будет. Саидов и... Не, полуфиналы все интересные будут. Мария Георгиевна Причем Стручкова. импонирует, что вот Камил Гасими очень ярко работает. Сразу, да, пытается выиграть. Сразу же свое превосходство показывает на ковре. 8-0 же ведет эту схватку. Так, он уверен. Ага. Чувствуется, что на самом деле к чемпионату мира готовится. Да, хороший в Старт форме, здесь в форме, у него, да, да. себя подводит, да. Да. Надо уверенно выигрывать, чтобы на чемпионате мира тоже показать себя, брать медали. С каждой победой сил прибавляется у спортсменов тоже, да? Конечно. И Даже если уверенность, и все. Уверенности, сил добавляется и Прочувствовать ковер. все. 12-0. Победа Камила Гасими. Улыбается. Приятно. Молодец. Да, это от бессилия выкинули челлендж. Челлендж спрашивает, да? Какой челлендж? Ну, хорошо, посмотрите, как я бросаю. Да, есть такие тренеры, они время тянут просто. А зачем, да? Вот Да. Наше соревнование. Время закончился, все, 12-0. Какой челлендж? Ты должен себя уважать. Я понимаю, там 3-4 или такой разрыв 1 балл, все можно понять его. А 12-0, это Да. неприятно просто это. Камил Гасими проходит следующий раунд. На ковре Выходит в полуфинал, да? 125 килограммов. И Россия. А судья у них какой мощный. Ибрагима как такой. Саидова ждем. Тоже, да? Да, наш Сибиря, этот из Дальнего Востока. Богатырь тоже, да? Газели, Иран. Петя. Айсен Потапов здесь. 61 ребята вышли в следующей стадии. И Егор Потапов. Айсен и Егор Потапов. На ковер А приглашаются Земляки, борцы кстати. весовой категории до Да. 79 Егор Потапов, участник чемпионата России четвертый финал. Алексей Северного Улуса, Дмитрий Луганского. Павлов, Россия.
Ladies and gentlemen, on the mat A, we are starting quarterfinal battle. Хорошие, конечно, друзья. Вместе учатся в училище Олимпийского резерва. Айсен Ефимов Алексей and Павлов первые 2 балла взял. Хорошо настроен. Хорошая атака, хорошая атака. На да. ковер приглашается Жулбер Хвелашвили, Грузия. Хорошо, когда вот спортсмены молодые особенно, да, не пытаются там искать ошибки, а сами ищут борьбу. Еще 2 балла взял. 4-0 ведет. Молодец, Айсен. И в партере тоже отработал. На ковре С в 1/4 финала. Видимо, брат там или До 60 снимает на видео поединок ведут. старшего. В красном трико представитель команды России Республики Саха Айсен Потапов. Айсену 20 лет, Ну и представляет училище Олимпийского на резерва. заднем плане видим и руководство училища Олимпийского резерва, заместитель директора Александр Степанович Кантоев, призер чемпионата мира, победитель Его многих соперник турниров. в синем трико представитель команды России Республики Саха 20-летний Сейчас Христофор он Потапов. работает в училище, передает свой опыт. Региональный центр спортивной подготовки И является сам в отличной форме, кстати, находится. Да, Человек, который в спорте всю жизнь не может себе позволить. борьбой за он живет борьбой, Живет борьбой, да. Данила преданный. Устроев. Христофор Вот. И Отлично. результат все равно Республика Саха. рано или поздно придет. Упорным трудом все. Итак, второй период, да. Иногда Еще 2 балла. Да. Ну, друзья, что делать на ковре? Все равно нужно определять победителя. 6-0 такой. на ковре, Успокаивает. на ковре они соперники, за ковром они друзья. Да, да. 6-0 ведет Айсен Потапов. Они друг к другу с уважением относятся. Чё. Так и должно быть. Один хлеб едят, Да. ребят. Айсен в полуфинал выходит, если выиграет вот эту схватку. Да нет, сейчас такой хороший этот проход сделал. Сбил Егор, Спартак, да? Да. Молодец, не хочет без борьбы тоже Да. уступать. 2-6 счет. Но в любом случае Потапов у нас в полуфинале. Да. Либо Айсен, либо Егор. Так что здесь интересно. Семен Владимиров сейчас тоже будет бороться. И, видимо, с обидчиком Андрея Бекренева он видит, да? Из Ирана, да? Да. Семен молодец, он тоже рабочий, работает, работяга. Нет, тут еще одна встреча будет. То в Шентулгаже у нас еще тут рядом Туменбелек. Он тоже будет бороться вот как раз. Это монгол. Да, вот, который дважды выиграл. Интересно. Ахмеднаби Гварзатилов тоже идет уверенным шагом к полуфиналу. Нергун Александров здесь. Петр Павлов наш. Интересно, Сандип Тамар. Очень хорошая сейчас будет борьба в четвертьфинале. Да, четвертьфинал, 61. полуфинал хороший Вот будет. все схватки сейчас очень интересные будут. Тут, к сожалению, зрение не позволяет мне все ковры Все ковры, охватить. все три Да, ковра. да. Возраст. Интересно, 61 действительно. Полуфиналы очень интересные здесь тоже будут. Будем надеяться, что наши ребята себя покажут. Но Гварзатилов, конечно, в очень хорошей форме подошел. Призер чемпионата мира. Он будет, мне кажется, он
будет в финале. Может быть. Но Сандип Тамар тоже есть. Но его мог устранить и наш спортсмен, в принципе. 9-1. Да-да. Хороший счет был. Упустил победу. Мы сейчас на чемпионате России, когда проводили четвертьфинальные поединки и полуфинальные, намного интереснее было, чем финальные. Да. Зачастую так. Ну, вчера Да. мы видели полуфиналы. Вы, наверное, смотрели. Да. На ковре А начинаются поединки. Давно я таких схваток не видел, чтобы один за другим, чтобы каждая Да, была да. интересная. Приглашаю. Что время даже не замечаешь, как быстро пролетает. Россия. Очень интересно было вчера смотреть. Монголия. Зрелищные схватки, очень интересно. Содержательный. Содержательный. Владимир Семенов, Russia. 6-3. Еще один балл. Айсен Потапов. Но, тем не менее, времени ему не хватит. 3 секунды остается. Айсен Потапов ведет. Все. Свисток. На ковре С И победитель рефери из Айсен Канады Потапов, такой Россия. разговорчивый, да. Сафат. Поблагодарил, по-моему, там ребят за борьбу. Ну и по традиции повторы ярких моментов. Проход ноги, 2 балла. Монгол проигрывает. На ковре был. Юргун Александр. Кто в Шантулга, да? Россия. А, нет. Томар Сандип, Индия. And event C, in weight category, 61 kilos. Тут другая весовая, да? Сандип Тамар выходит. Иранец. Чемпион Азии, участник Олимпийских игр. На ковре А интересная встреча идет. Тоже, да? Да, Семен Владимиров, да, там? с монголом они. Нергун Александров выходит с Сандипом Тамаром. Ну, каждый ковер действительно интересные схватки. Да, Давайте да. посмотрим. С самого начала здесь. Семен Владимир с Туменбелегом, да, вышел, получается? Ну, 1-0 пока он выигрывает. Да, надо будет тоже следить за этой схваткой тоже. Ну а здесь Нергун Александров, мастер спорта международного класса, призер, победитель международных турниров, чемпион нашего турнира, Корсунского турнира, кстати. В финале он, по-моему, Дондукова как раз выиграл здесь, в Якутске. Ну и Сандип Тамар, участник Олимпийских игр, призер, чемпион Азии. До 61 килограмма. Борьба в 1/4 финала. Ну, Нергун тоже с хорошей техникой борец, интересный, опытный уже парень, да, несмотря на молодость тоже. И в юниорах он тоже результаты показывал хорошие. В общем, да, уже достаточно давно в перспективных ходит. Надо уже, в общем, Конечно. это перспективы уже надо оправдывать. А там монгол, по-моему, взял, да? Да-да. Балл. Да, интересно. Сейчас Александров атаку делал, судья остановил. Не вовремя свисток дал. Поторопился. На ковре С весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Саха-Якутия, 23-летний Нюргун Александров. Нюргун Александров, мастер спорта международного класса, представляет школу высшего спортивного мастерства Республики Саха-Якутия,
студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренируется под руководством Гаврила Игнатьева. Нюрбон Александров. Опа, ушел из опасного положения С сейчас. такого положения уйти, молодец. Вывернулся. Его соперник в синем трико, представитель команды Индии Томар Сандип, участник Олимпийских игр, серебряный призер международного турнира Ержан Огу, чемпион Азии, чемпион мира среди военнослужащих 2014 года. Томар Сандип, Индия, ковер цех. Да, опытный борец. Да, опытнейший борец. Давно он в борьбе тоже. В малых весах. Видели мы его на многих турнирах, на чемпионатах мира тоже. В Азии он один из лидеров уже был долгие годы, да? Да. Интересная схватка. 1-0 ведет сейчас Сандип Томар. А там 1-1 у них там. 1-1 Семен Владимиров и Товшин Тулгат Туменбелек за выход в полуфинал, да, схватка там Ну тоже. да. Молодец, Семен, с очень сильным соперником он На ковре на равных сейчас борется. 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. В красном трико Семен Владимир, Россия. В синем Туршин Тулгат Туменбелек, Монголия. Вот как ушел здесь. Молодец, да? Ну да. Взорвал. Не успел он этот захват взять. Индус, да? Индус, На да. ковре П Не соединил руки. 4 финала весовой категории до 61 килограмма. А тут все четвертьфиналы проходят по всем коврам. 61, да? Да, Горзатилов очень легко сейчас выигрывает Николай Иванов. Николая Иванова. 6-0 ведет сейчас. Сам накрылся, по-моему. Ну вот, да, Ахмед Наби, о чем мы говорили, да? Горзатилов просто в прекрасной форме подходит. А там Товшин Тулга уже тоже 5-1 уже. выигрывает все. Да, здесь Нургуну надо постараться, чтобы сборная Якутии была представлена в полуфинале обязательно. Да. У него есть все шансы. Сейчас дадут 30 секунд. Активность. Молодец. 1-2. Ну, молодец. Ахмед Наби Горзатилов ведет 6-0 первый. Период завершается потихоньку. А там 5-1 в пользу монгольского спортсмена Товшин Тулга. Да, индус закрылся вообще. Ничего не дает делать. Но он проигрывает при счете 1-1. Да. Да. Но мы видели, да, какой он. Опа! 4 балла! Вот это да. Это Нургун Александров, это его борьба. Ну, посмотреть бы сейчас на ковер, там уже чистая победа. Отомстил, что называется. Я поздравляю за брата, болельщиков. за Георгия. Туше не рассматривается, нельзя. Нельзя не рассматриваться туше. Это молодые судьи, которые экзамен сдают. Да нет, там туше, моста не было. Чистую победу одержал Красивейший бросок. Да. Надеемся, сейчас. Нургун Посмотрим. Александров. Молодец. Россия. Саха Якутия. Молодец. Ну, он активнее был. Да. На ковре Намного С активнее. начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории. Давайте посмотрим. До 70 килограммов. Приглашаются Константин Это балл первый, который он взял. Здесь счет 1-1. Аслан Рамонов, Россия.
Вот его захват вот идет. Опа. И бросок. Что еще надо? Какой же надо туше? Все, это туше. Вот сейчас он начал мстить. На ковре А победа Ахмед одержал Товшентулга Туменбелек тем временем выиграл. А на центральном ковре схватка продолжается. Еще 2 минуты. Ахмед Наби Гварзатилов и На ковре А Николай Иванов. Интересная тоже схватка. Минута 50. Приглашаются Иван Атакует Николай Иванов, но Россия. Ихтиор Наврузов, Узбекистан. да, еще 2 балла отдал здесь. 8-0 уже Ахмед Наби Гварзатилов ведет. Очень опасный этот борец. И все. Гварзатилов. Ну, посмотрите. Я думаю, что мы его схватки еще посмотрим полностью, да? В полуфинале. Может быть, в финале, наверное. Александров с кем у нас встречается в финале? Полуфинале. Нет, в полуфинале он как раз с Гварзатиловым. Да. Гварзатилов, Азербайджан. Очень хороший парень. Молодой, чувствуется, молодой. Да. Иван На Барашков. ковре Б начинаются поединки весовой категории до 70 килограмм. 70 килограммов. Следующая стадия. Приглашаются Бямбадорж Батардане. Ихтиор Наврузов, призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро перед вами. Узбекистан. Тоже с хорошей техникой, с интересными приемами, которыми он пользуется. Интересная схватка. И наш молодой Иван Барашков. Чоропчинец. О, и какой бросок сразу. 4 балла Ихтиора. А я вот как раз анонсировал, что броски у него будут в исполнении Ихтиора. Такой тоже бросковый парень. С интересной техникой тоже. И на ковре С тоже На ковре А 4 балла проиграл Сослан Рамонов. борьбу ведут в красном трико. Да, Иван Сослан Рамонов Барашков. тоже, кстати, да, за выход в полуфинал, да? Ихтиор Наврузов, Узбекистан. Представляет клуб «Динамо», заслуженный мастер спорта Узбекистана. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. Серебряный призер чемпионата мира 2015 года. Бронзовый призер Кубка мира 2007 года. Чемпион Азии 2018 Квелашвили, да, бросил на 4 балла Да. Сослана Рамонова. Чемпион Из Грузии борец. заслуженный мастер Сослан не согласен, что было 2 балла. Ну там 4 балла было бросок состоит. А здесь уже 6-0 ведет Ихтиор Наврузов. Призер Олимпийских игр. В 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов поединок ведут Да, еще 1 балл проиграл Сослан. 5-0 уже. Константин Хабалашвили. Константин Хабалашвили – бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года. А, Хабалашвили, точно, да. Представитель команды России, Константин Хабалашвили заслуженный мастер спорта, за выход в полуфинал. 27-летний Сослан А здесь Рамонов. Ихтиор Наврузов Представляет ЦСКА, борьбой занимается выигрывает 12 с лет. большим уже разрывом. За 2 минуты набрал 8 баллов. Сослан Рамонов, Отличная техника, конечно, тоже олимпийский чемпион интересно посмотреть 2016 будет года. на Чемпион мира полуфинале. 2014 года. Ковер С. Да, он встретится с победителем Батардене и Власов, по-моему, да? Интересно будет посмотреть тоже.
И все. Актер Наврузов. Досрочная победа. А мы, наверное, посмотрим потом за схваткой со Аслана Рамонова, да? Да, очень интересно. Было бы интересно посмотреть. И здесь, да, счет уже 5-3. Актер Наврузов. Вторая победа. Ladies and gentlemen, Олимпийский призер. И перейдем на ковер С. С Аслана Рамонова посмотрим. Интереснейшая схватка. Проигрывает он пока со счетом 5-3. Константин Хабалашвили из Грузии. Его соперник в красном трико. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Надирбек Хизриев, Евгений Жирбаев, Россия. Тоже интересная встреча будет с Хизриев, с on Жирбаевым. event A, we are starting the quarterfinal bout in the weight category up to 70 kilos. And please welcome Хизриев Надирбек and Жирбаев. Жирбаев пока все схватки досрочно завершает. Очень хороший вес, вот 70 килограмм. Да. Просто отличнейший состав, интереснейший. Даже нарочно не придумаешь, Да, 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 что, да, ну, да, чтоб там пригласить там, что такой именно был состав. Интереснейший состав. Очень разные борцы, яркие. Хабалашвили отстоял победу в первом периоде. И даже сейчас попытался бросок совершить. Ну, мы знаем грузины, да? Да. С какой они тоже техникой. Ну, братские народы, да, Осетия, Грузия, соседи. Хабалашвили, у него астинский кровь идет. Фамилия астинская. Хабалашвили. Хабалашвили, да, что они земляки. Ну да. Приглашаются Надирбек Хизриев. Горе это совсем рядом же Да. с Осетией, да? 60 километров там до Цхинвали. Соседи, да? До Цхинвали. Да, вот Сослан пропустил первую атаку на 4 балла. Все, сейчас догоняет. Ну, интересно сейчас. Как? Ну, тот вяжет, видишь, не дает. Вяжет. Вот, пал предупреждение. Пальцы. Да, 4-5. да. Но у него преимущество 4-бальный бросок. Надо Сослану минимум 2 балла надо брать. Но он закрылся, грузинский борец. Вяжет руки, не дает. А вот все. 6-5 уже Да. вперед выходит Сослан Рамонов. Сослан раскачал его. Места. Сейчас Оп, терять опыт. силы. Да. Давай, Вставай, вставай. Он заряжен на борьбу. Но это Сослан. хорошо, Да. значит, завелся, да, что называется, Да. прочувствовал свою борьбу, и ему уже свое удовольствие. Поединка в одной четвертой. Наверное, он сам он ждет уже и полуфинала, и финала, да, он хочет Полуфинальные поединки. После бороться, борьбы есть в желание. одной четвертой финала начнутся поединки полуфинальные. Все, 8-5. For the attention of all referees and wrestling 10-5. coaches. И накат пошел. Quarterfinal bouts, the semi-final bouts will start Все, The semi-final bouts will start directly after Чисто, да, положил? quarterfinal bouts. загнал он его. Молодец, Сослан, молодец. Надо заводить тоже публику. Конечно, тоже. Уже не первый час сидим, тоже, конечно, люди тоже подустали, Да, наверное. и мы устали, они устали Весовой люди. категории до Стресс 70 надо килограмм поднимать. в одной четвертой финала Молодец, Сослан. победил олимпийский чемпион
Заслуженный мастер спорта Сослан Рамонов, Россия. The match C, winner is Aslan Romanov, Russia. На ковре акции начинаются полуфинальные поединки весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Туртактов, Луфсандош, Монголия. Вот это класс, да? Да. Высокого класса борец. Вот мы смотрим повторы, да? Сейчас молодым ребятам надо смотреть и учиться, да? Turkov Konstantosh, Mongolia, and Artur Tayfonov, Russia. А сейчас Артур Найфонов с Луфсандоржем из Монголии выйдет. 92. Полуфинал, за выход в финал он будет бороться уже. Ну, что он свеженький. Да, сейчас мы очень много сейчас мы полуфиналов увидим в каждом весе. Пьянкович, Монголия. А тем временем Евгений Жирбаев как там борется? Выигрывает или? Шербаев 1-0 выигрывает. 1-0, да, Там, сложная схватка, да? Равная, У них всегда бывает вот такие, равного класса, да? да, До 92 Махизреев тоже опытный. да. приглашаются Вот Артур Найфонов перед вами, чемпион Европы. Гера Черткоев, Россия. Ladies and gentlemen, we have completed Артур the Найфонов и quarterfinal Луфсандорж rounds, and Тортохтох. the semifinal Вот я rounds выговорил of the всё-таки. category up to Это 90 Монголу kilos венгров выиграл, да? Да, And please по-моему. welcome Urishев Anzor and И Cheshkoy следующая Gera полуфинальная from пара. Russia. Анзор Match B. Уришев и там из, по-моему, Европы, да? 92 килограмма. 92. Уже два полуфинала сейчас будут проведены. Ну, тут, конечно, не так много спортсменов, поэтому вот, да. Черткоев как раз вот, россиянин, да? А, с Уришевым. Да, с Анзором Да, да, Уришевым. И наша схватка, которую мы наблюдаем, Артур Найфонов и Луфсандорж. Если, ну, возможно, здесь российский финал, прямо скажем, да? Артур может, к примеру, выйти с Анзора. Скорее всего, так и будет. Уришевым, Да, да. так и будет. Приглашаются борцы весовой категории до 92 килограмм. Не знаю, монгол неплохой. Да. А тут так Но весовая категория не 50 родная, да, да, тем более. 50 на 50. Но не родная для Артура Найфонова. Он же приехал с прицелом на 86, а здесь Ну да. 92. 6 килограммов все-таки разница. Но с другой стороны, он высокого класса спортсмен, Конечно. чемпион Европы, один из лидеров сборной России. Ladies and gentlemen, on the mat B, Здесь where и из Дагестана есть ребята, много, да? Да. category up to Из Осетии, 92 вот kilos. Артур. На Артура рассчитывали золотую медаль на чемпионате России, но проиграл Requested to the mat B. в финале. Пока осторожно ведет схватку. А Артур не атаковал еще пока ни разу, хотя он находится, да, в атакующей позиции вроде. Ну да. Поджимает сейчас монгол. Прочувствует сейчас Найфонов. Должен. Ну, если Артур сделает атаку, он может взять и в партере может накатить. Ну, видите, раскачал его. Да, Ну, темп уже надо- сейчас задает темп и первый балл. Уже взял. надо было балл предупреждения давать за пассивную борьбу. — 2-0 ведет Артур Найфонов. Вот на центральном ковре у нас схватка. А, там 2-0 тоже Жербаев. Жербаев 2-0 выигрывает. Ну,
нелегко ему Ну да. будет пройти Ну, в ближе полуфинал. к полуфиналам очень тяжело это дается баллы. А, кстати, сейчас чуть было не отдал он 2 балла. Очень интересно сейчас. Ушел еле. Жирбаев? Да. Мог бы сейчас 2 балла отдать и все. 2-2. В схватке Анзора Уришева с Черткоевым тоже пока по нулям. Но Уришев сейчас 2 балла взял. 1, да? Да. 2 балла показывает. Нет, 2 балла. Да, мне кажется, да, 2. Атака была. Конечно. А Евгений Жирбаев выходит в полуфинал весовой категории до 70 килограммов. Нарвузовым, да? Да, с Ихтиором Наврузовым. Хорошая схватка будет. Да, 2 таких атакующих борца, бросковых парня. Интересно будет. Совсем скоро они выйдут тоже на ковер. Сейчас отдохнут и уже в следующей стадии, потому что у нас уже потихоньку закругляется, да? Ну, нам тоже надо отдохнуть. В полуфинале провести и готовиться к финалам. Да. Мы также будем готовиться, как и спортсмены. Уришев боролся в полуфинале на чемпионате России На ковре А начинается как у него полуфинальный поединок. Черткоев. Черткоев, Весовой да, категории выиграл до 125 килограммов. без проблем. Приглашаются Золбо Нацаксурет, Монголия, Балдан Цежипа, Россия. Раскачало его. 125 тоже полуфинал. Нацак Цурен Залбо, Монголия, и Балдан Цежипов приглашается на ковер. На ковера. Russia. Анзор Уришев 3-0 выигрывает И сейчас. здесь у нас И 3-0. здесь 3-0, да. Да. Сейчас спортсмен из Монголии вынужден будет идти в атаку, ну или рискнуть, да, попробовать На ковре Б бросок сделать. Что-то он это не очень сильно. весовой Да, категории желаю хуже. Желание у него такое, видимо. ведут красным триком. Ну, ведет, наверное, к последней минуте все. Копит силы сейчас. Попробует. Вот он. Заслуженный мастер Ну, спорта. Артур очень чувствительный, он на руках хорошо работает. Чемпионата России и Европы. Его соперник в синем трико Гурам Черткоев. Россия, Владикавказ. Крым мастер спорта. В борьбе 10 лет. На ковре С полуфинальный поединок весовой категории до 92 килограммов ведут в красном трико представитель команды Монголии Туртоктох Луфсандош. Его соперник в синем трико Артур Наифанов. Россия. Да. Айфон. Еще 1 балл. 4-0. Все. Ну, в общем, здесь все ясно, да? Да. С Анзором они будут в финале. Еще 2 балла. 6-0. Раскачало решается, его. да. Ну, класс есть класс. Конечно. А как активно, да, подсказывает тренер из угла монгольского спортсмена. До последней секунды На ковре С слышались. победил Артур Наифонов. Россия. И выходит в финал. Поздравим Да. Артура Наифонова с выходом в финал. Завтра увидим его схватку, видимо, с Анзором Уришевым, который Анзору выигрывает сейчас легко будет. 3-0. Да. Очень интересная будет схватка тоже. Они-то еще не встречались между собой. Не могли просто, да, в этом весе встретиться.
Хубешты, Так что Россия, Ислам Килик. тоже интрига своя. Российский финал. Ну, там борьба будет. Найфонов и Уришев. Интересно будет. Кахабер Кубешты. 5-0 уже ведет Анзор Уришев тем временем. Мне кажется, здесь хорошая схватка будет. Хубешты с турком, по-моему, должна быть. Да. Сейчас, ну, посмотрим, да, кого сейчас позовут. А здесь 125 полуфинал. А здесь 125 у нас? Да. Ну, в смысле, у нас на экранах Залбон Цакцурен и Балдан Цыжипов. Это уже второй, по-моему, период, да? Или первый? Первый, Первый период заканчивается. да. Но Цакцурен ведет, кстати, 1-0. Ну, видимо, за счет активности. Да, активность. На полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов приглашаются Хакабер Хубешты, Россия, Ислам Килик, Турция. Да, вот как раз вызывают на ковер С Кахабера Хубешты и Ислама Килика. Хорошая схватка будет тут. Кахабер Кубешты, Russia, and Islam Kili, Turkey. Ну, Кахабер тоже именитый борец, да, у него медали из чемпионата Европы, У него, с мира тоже, у него по-моему, очень богатый опыт, да? да, опыт и пример показывает молодым, как надо Опыт себя держать, как надо в форме, да? долго жить. А ему сколько лет уже А сейчас? ему за 30 уже. Далеко, наверное. Да. Ну, не так далеко, где-то 32, наверное, где-то так. Но все равно столько лет. И себя держать в такой форме. Я его последние 5 лет, где бы он ни боролся, везде он с медалями. Везде. И все ему дается так тяжело. Все схватки. Здесь Уришев тоже 7-0 уже. Не напрягаясь, схватку выиграл. Ну, молодец, да. Выходит в финал, с чем мы его поздравляем. Ну, схватки. Хороший финал будет завтра с Найфоновым. Но этот более опытный Уришев. Да и вес у него побольше. На ковре Б победил Анзор Уришев и выходит в финал. А тут Залбо уже в ноги прошел еще. И 2 балла сейчас возьмет. Ты смотри, монгол. Да, монгол. Молодец. Опасный. Уже 2 балла есть. Есть, все, посадил. На ковре Б начинается 3-0 ведет. полуфинальный Будет сложно сейчас поединок это весовой отыграть-то. категории до 125 килограмм. Показывает вид, что работает. Чуть-чуть потянул время. Ибрагим 2 минуты Сайдал, остается. Беларусь. Комили Газими, Иран. Ну, хорошая схватка у нас А будет. у нас, да, Да, громкая схватка центральном сейчас ковре. на центральном. Да, Камил Гасеми и Ибрагим Саидов, 2 призера Олимпийских игр на центральном ковре. За выход в финал поспорят. И победитель этой пары вот как раз на Цакцурена или Балдана Цыжипова выйдет. Ну, Балдану сложно сейчас будет отыграть эти 3 балла, да. 3 балла. тяжело будет. 2, хоть бы 2. Вот так, 3 это сложно, конечно, будет. Залбов в хорошей форме, видимо, да, подошел к нашему турниру. Усталости тоже особенной нет. Иногда бывает так, что вот там, особенно тяжелые весы, да, совсем выдыхаются и даже тяжело смотреть на них. А здесь вроде такой достаточно свежий. Конечно, сил отдал много. Вот я 2 дня смотрю, очень подготовленные ребята.
На ковре Обычно бывает, устают, а эти Да, да, да. очень подготовленные. до 79 Вот борьба тоже она у нас меняется, да? Да. И меняются и требования, правила меняются, и спортсмены тоже. Я вот тоже, кстати, заметил, потому что на турнире Коркина-то мы не первый тоже год с вами смотрим, да? А бывало так, что совсем уже там борьбой занимается 22 уставали, да? То есть не в очень хорошей форме тоже иногда Да, бывало, да, что да. подходили. А здесь вот такая конкуренция, и все спортсмены в очень хорошей форме подошли, хорошо подготовлены. А мы сейчас посмотрим, как только завершится, наверное, да? Центральный ковер, там олимпийская борьба, серебряный призер в общем, которую могли бы мы смотреть на Олимпийских играх, да? Конечно. года. Бакалер, Два олимпийца, Россия, Беларусь и Иран, его соперник в синем трико, Камил Гасеми и представитель команды Турции, Ибрагим Саидов, Кили. многоопытный. А тут взял 2 балла, но этого-то тебе не хватит как раз. Да, все уже там 3 секунды остается. Залбо выходит в финал. Это Да. достаточно неожиданно. Монгол 3 финала уже. А, еще 61 у них в полуфинале будет бороться. Да, Ничего, монголы дали. Хорошо Молодцы, подготовились. но первые номера – это самые сильные борцы на данный момент при. Ladies and gentlemen, on the mat A, the Молодец. Залбо, он тоже не первый год у нас выступает. Вознаграждена его работа. На ковре А. Молодец. Сильного соперника выиграл. Как Кахаберг сейчас красиво взял 2 балла. Да, а здесь у нас Камил Гасеми и Ибрагим Саидов. Перешли на центральный ковер. Да, мы перешли на центральный ковер. Гасеми 1 балл сейчас взял, и он сейчас выигрывает эту схватку. И еще 1 балл сейчас возьмет. Пытался бросок сейчас сделать Ибрагим Саидов. 2 балла дают. 2 1 балла, балл да. там, 1 балл там. Да. Ну, 1 дали, а Да, арбитр 2. 2 На показывает. ковре Б полуфинальный поединок. Хубешты 3-0 выигрывает. Да. До 125 килограммов ведут. В красном трико В ноги прошел сейчас, представитель но команды защитился Беларуси. Ибрагим Саидов. Ибрагим Саидов. Саидову тоже за 30 лет. Он Да. столько лет уже борется. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. Чемпион Беларуси 2018 года. Его соперник в синем трико. Представитель команды Ирана. Камили 3-0. Да. Бронзовый Да, серьезное им призер Да, преимущество. это заявка, да? Олимпийских И игр еще и 2012 предупреждение года. сейчас получит 4-й Серебряный балл. призер Камил. Олимпийских игр Предупредили 2016 Ибрагима Саидова за пассивное ведение схватки. Ну вот он все время в защите. Серебряный Ну, призер иранец намного Да. свежее и получше выглядит. 2014 года. Он в финале Залбо, видимо, да, встретится. Ирак. Ну, и он должен выиграть, иранец. Я честно думаю, по борьбе он должен чемпионом стать. Они там зря включили, видимо, на этом. 3-0. Завершается первый период. Он свежий, видно, да? Да. Вот смотрите. Да и борьба у него получше. Да. Разнообразнее он атакует и в ноги пытался пройти, да, и здесь. Ну, Ибрагим. Чуть руку повредил чуть-чуть. Ну, такие, конечно, массивные ребята по 120 с лишним килограмма. и здесь Кахабер 5-0 выигрывает. Кахабер молодец. Это тоже за выход в финал, да, у них схватка? Ну да. Да, у них здесь, в общем, участников 10 человек было, поэтому все достаточно быстро у них решается. Хубешты выиграл в первой схватке у Юсубова и сейчас с Киличем, с турком за выход в финал. А с другой стороны, здесь
Нурбат Пуривжав, скорее всего, выйдет, да, в финал. Ну, это будет конкурентная борьба. Я Да. думаю, что бой будет нешуточный здесь. О, Акапа всё. еще и так. Все, 10-0. Молодец какой, да? 11-0. Тахагуль как крутит, да? 125 килограмм. Таких монстров тоже. И тут Камил Гасими тоже показал. Досрочную победу одержал. Саидов Саидов стал третьим на Олимпиаде. Это для него фишка выпала. Тоже благодарит Камил Гасими. И Ибрагима Саидова тоже за ковром он встретил, тоже пожал руки. Борьба в 1/2 финала. Приглашаются. Ну, конечно, два олимпийца, два Россия. Тувшинтулга опытных борца. Монголия. Ladies and gentlemen, on the mat B, we are starting semi-final bout in the weight category. Ну, Камил Гасими должен с Залбо, конечно, достаточно легко, в общем-то, справиться. Мы видим, в какой он форме, да? На чемпионате да, мира, да. наверное, будем из-за него тоже прибаливать, потому что Конечно. он здесь у нас Да. себя показал. Когда живем, видишь человека, Да, конечно, уже- за него уже, да? симпатии будешь давать. Да. Тахак Гюль его там ждет снова. Там, Товшин Тулга Туменбелек выходит на ковер, да? там, Это полуфинал первый, 61 там килограмм. и грузины хорошие, тяжи у них есть в Грузии. Да, Олимпийский чемпион. Генов Петриашвили. Петрашвили, да. Очень тоже интересный борец. Ну, 125 килограммов там. Тоже на мировом ковре да, очень да. интересный схват. Асен Потапов и Тувшин Тулга Туменбелек. Схватка в полуфинале весовой категории до 61 килограмма. Уважаемые телезрители, да, посмотрим. Давайте схватку молодого якутского борца и опытного уже чемпиона Азии из Монголии Тувшин Тулга Туменбелек. Лидер сборной команды Монголии. Уже на протяжении нескольких последних лет мы его видим, да, здесь. Завоевал он себе первый номер в сборной команде. И сейчас выигрывает первый балл. На ковре А победил Выход за ковер. Хвилашвили, Грузия. Но здесь, конечно, Выходит в финал. фаворит тоже достаточно очевиден, конечно. Посмотрим. Посмотрим. А там Келашвили вышел, да, 79. Квелашвили И Хубешты. Хубешты, да. 50 килограммов. Приглашаются Ихтиор Напрузов, Узбекистан. На ковре А технический перерыв. Да, дают спортсменам отдохнуть еще. Ну на да, ковре. они только отборолись. Да. Да. Так что он Это центральном ковре. новые правила такие вот. 15 минут спортсмен имеет отдохнуть. Знаете, вот Барбат, вот почему столько много приемов, и вот они так свеже выглядят, ребята, вот, которые борются. Сейчас много не гоняет вес, потому что утром взвешивание и сразу борьба идет. Если финал вышел, еще на следующий день взвешивания. Вот. С этой точки зрения, конечно, правильно поступили вот Международной Федерации, что вот, чтобы ребята много не гоняли вес. И борьба более зрелищная, интересная. На ковер А 14 часов 04 минуты выйдут за полуфинальный поединок борцы весовой категории до 70 килограммов. Ихтиор Напрузов, Узбекистан, Бямбадош Батардене, Монголия. Поединок состоится в 14:04. А Рамонов Жербаев. Ковер. Жербаев, кстати, да, в финале. Рамонов, Жербаев, финал. Не финал, полуфинал, да. полуфинал, да. Это намного интереснее будет, чем финал. Да. Да. Рамонов же на Олимпиаде полуфинале боролся с узбеком. Да.
Ну, 1-0. 1-0. Первый период. Ничего страшного. 1-0. Да. Сейчас активнее и все, там 30 секунд. Полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико Мастер Айсен спорта международного Потапов, класса Россия, секундирует своему воспитаннику Артуру. в синем трико Туршин Тулга Туненбелек, Монголия. Посмотрим сейчас, что подготовил Айсен Потапов. Опа, вот это. Вот я как раз об этом думал, о том, что что-то должен был подготовить, да. Красивый сейчас проход продемонстрировал. 2 балла взял Айсен. Молодец. Вот что, вот действительно, вот что вы сказали, да, уверенность у человека Да, проявляется, себя когда, поверить. а эта же уверенность приходит, она не просто так, а она и Конечно. приходит с тренировками, Конечно. с победами. Можно быть самоуверенным человеком, а можно быть уверенным человеком, да? Да. Вчера Тютрин показал им пример. Вот ребята вот сегодня демонстрируют такую борьбу. 2-1 сейчас идет. Айсен Потапов. Отличный проход в ноги. Классический, скажем, да, такой бросок. Да, и еще надо 2 балла минимум, чтобы обезопасить себя. Да. На конвенции начинается полуфинальный Не поединок. надо уходить сейчас опять же, в Конечно, плотную бороться защиту. надо. Тут только в защиту уйдешь по этим правилам, все, сразу проигрываешь. Барцатилов, Если Азербайджан, что-то такое скользкое. Юргут Александров, И еще раз. Россия, Саха Попробовал сейчас пройти в ноги. Айсен. 61 kilos. На кону выход в финал, напомню. 61 килограмм. Монгол очень опасный. Очень, да. А, кстати, да, еще один полуфинал сейчас вызывается на ковер. Ахмеднаби Гварзатилов, призер чемпионата мира, и якутский борец наш Миргун Александров. Опа, вот это прошел, конечно. Не отдавать внизу, надо оставить сейчас. надо внизу. На 1 балл максимум. И что тут было? Выход уже за ковер. 1 балл, 2 балла. Молодец, Айсен. Дали Взрывается 1 сейчас. балл. 1 балл дадут. Да, да. 1 балл дадут. 1 балл, да. Ну, конечно, здесь 2 не дали бы, да. 3-1. Ну, Ведет вот сейчас Айсен. челлендж будут засматривать. Челлендж, да. Они обратно просят. Монголы обратно просят. А не надо, мне кажется, да. Да, Зачем? 1 балл там был. Минута с лишним еще есть. Да, там Не- 1 балл был. 2 балла погорячили сильнее. Да, если бы сейчас, ну да, конечно. А если бы сейчас челлендж бросили бы 4-1 Да, счет, а и- уже тогда надо Конечно. дважды по 2 или 4 Да. балла. А сейчас 2 балла возьмешь, уже все, Да. выиграл. А монгол опасный. Конечно, он опытный. Победитель, призер международных турниров, в отличие от Айсена. Да, Айсен-то, говорю, только растет, он только... Молодец Ой, какой, молодец. какой! Вот надо взять, надо взять. Ой, надо оставил. взять. Ну что это? Такой проход, так красиво. Чуть-чуть не поверил, мне кажется, в себя. Здесь он опрометчиво. Ну, Вот как я зачем надо было сейчас? Вот зачем? Ну, это опыт, опять же, это опыт. Раз он проигрывает уже. 3-3. Сейчас уже надо атаковать. А зачем надо было сейчас в атаку-то идти? Хорошая схватка. Очень интересная Напряжение схватка. держит Да. всех. Равная схватка, очень интересная. И возможность же была, да, Арсен тоже. должен собраться, должен. Время есть еще. Одна атака. О, вот это толчок был, да? Ну, монгол уже сейчас в защиту идет и будет Да, да. искать на контратаках свои возможности. Они умеют защищаться, Конечно, монголы. да. 29. Ну, уже время-то еще есть, в принципе. Сейчас дадут 30. Еще активнее надо, активнее. И Предупреждение дадут, могут, да. Вот. Давай, Айсен. 2 раза останавливал. Опа!
давай, сейчас. До последнего, до последнего. 10 секунд еще есть. Попробовать. 1 балл. 5 секунд. Ну все. Ах ты. Вот жалко же, да? Упустил победу. Упустил победу, да. Да. Ну, и это опытный борец. Да, ну, победа-то в руках была уже, Да. в принципе. Конечно, со стороны, конечно, легко, но тем не менее, но видно, что все-таки опыта, да, чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть не хватило. Достойная схватка, тем Да. не менее, я поаплодирую и тому, и другому. Интереснейший полуфинал мы увидели. И Туменбелек Тувшинтулга выходит в финал. Ну а Айсен Потапов продолжит соревнования в борьбе за бронзовые Да, медали. он уже будет ждать, Да, он кто будет там будет у в него. финале. А здесь очень интересная схватка идет и в другом полуфинале. На ковре С. Тут одна борьба идет. Представитель команды Азербайджана Ахмеднаби Гварцатилов. Ахмеднаби Гварцатилов – бронзовый призер чемпионата мира Надо у операторов. 2016 года. А что, не Его показывает? соперник в синем трико – представитель команды России, Все идет. Республики Саха. Нюргун Александров мастер проигрывает спорта сейчас международного со класса счетом 3-0. Нюргун Он на своей Александров. атаке проиграл. Да. Нюргуну 23 года. Ну, представляет Гварзатилов школу спортивного мастерства Вот Республики очень разнообразный Призер борец. чемпионата мира, да. Очень разнообразный борец. Да, очень техничный, очень разнообразный. под руководством Гаврила Умеет все, в Ахмеднаби. принципе, на ковре, да. Нюргун Александров, серебряный призер международного турнира. Первый период завершился со счетом 3-0. Ковер С. На ковре Б в 14:05 состоится полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Будут бороться Сослан Рамонов, Евгений Жирбаев, ковер Б 14:05. На ковер А приглашаю. Да, сколько монгольских спортсменов в финалах. 4 монгола уже в финале. И в 125, 61, и с Виктором до 65. Полуфинальный поединок. Весовая категория. Ну, монголы до дают. 70 Молодцы. Молодцы. Ковер Ladies and gentlemen, in the semi-final bout weight category up to 70 kilos are requested Navruzan Ikhtior from Uzbekistan Прошел в ноги. and Нюргун. Bakirli Bekdoch, Mongolia. 2 балла нет пока. Он также накрылся. Вот прошел первый. Да, да, и первые вот 3. О, молодец, 2 Два балла. балла. 2 балла, Два конечно, балла. 2 балла. Молодец, Нюргун. Настрой отличный. 1 балл дали. Да. Но это же, ну не знаю. В общем, Ну, там атака была, 2 да, ноги. в принципе. Почему 1 балл? И бросок какой красивый сейчас. Ух ты. Ай, молодец, ай, молодец. Молодец, молодец. Вот это схватка. 5-4. Оба, да. Яркие ребята, очень техничные. 5-4, вот это Ну, схватка. красный очень опасный. Он Да, такие у него эти заковырки делает. да. С любого положения может, да, Да. схватку вести. 2 минуты еще нам смотреть Конечно. вот этот полуфинал. Думаю, что... Надо Якутии надо полуфинал. Финал. Ох ты, ну, Здесь- слишком легко сейчас отдал ногу. И 2 балла. И еще накатил. Да, ну, Гварзатилов, конечно, да. Эх ты. Вот это схватка. 7-4, да? на ковре Б. начинается 9-4 должно Ну быть. да, тут еще 2 балла, по 2 балла. весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Сослан Рамонов, Россия. А сейчас Рамонов и Жирбаев сейчас выйдут в полуфинал. Да, да. Вызываются уже на ковер. Ladies and gentlemen, Посмотрим эту схватку потом, после semi-final bout of the weight завершения этого полуфинала. 70 kilos between Ramonov Saslan and Zhirbayev Evgeny. Атакует, не переставая, Нюргун Александров, но здорово защищается, конечно, Гварзатилов. Очень Не неудобно. отпускай. Да.
Сложно С его. таких положений он выходит вообще. И вот еще атаку проводит. Да. 11-4 уже. Вот это схватка. Но Гвардзатилов, конечно, прошелся по всем просто. Да, ну у монгола выиграет. Да. А он очень неудобный такой. Но он из любого положения может Да, провести да. прием. Очень техничный. Вот это красивая борьба, конечно, в исполнении Гвардзатилова, да? Да. Безусловно, он украсил наш турнир. Ну, ждали, конечно. Это перспективный еще, все еще молодой же он спортсмен. Он все баллы набрал на контратаках. Он Да. сам ни одну атаку не сделал. Ну и, возможно, сейчас одна из самых интересных встреч пройдет на центральном ковре между Сосланом Рамоновым и Евгением Жирбаевым. 30 секунд еще остается у Нюргуна, чтобы провести свои атаки. А как у него загружают, там ничего не дают делать. Жирбаев выходит там на заднем плане. Первым вышел в центр ковра. И ждет Сослана Рамонова. 12 секунд, 10 секунд. Ну, здесь понятно, в принципе, да, что в финале Туменбюлек Тувшин-Тулга 61 и Ахмед Наби Гвардзатилов. А наши ребята, якутские ребята, будут бороться за Третье место. Да, бронзовые медали. И Нюргун продолжит, и Айсен Потапов. Ну, Айсен совсем чуть-чуть не хватило до финала. Да, он ближе был. Да, Он ближе. он ближе был, конечно, к победе. И выходит в финал. On the mat C, winner is Ahmed Nabi Вот Gvardzatilov, смотрим, да. Azerbaijan. А уже началась схватка на центральном ковре. На ковре С 18 Жирбаев и часов Рамонов. начинается перерыв. Центральная схватка 18 часов состоится в весовой категории до 70 килограммов. турнир. Пока первая минута только. Там Наврузов выигрывает 2-1. На ковре Д Наврузов выходит в финал, да? Нет, он выигрывает, там еще первый период закончился. 2-1. Сослан Рамонов. 1-0 сейчас ведет Жирбаев. 2016 года. Чемпион и призер чемпионатов России и мира. Обладатель Кубков Европейских наций. Призер Кубков мира. Сослан Рамонов. Ох ты, как провалил сейчас. В синем трико Евгений Взял за ноги, 2 балла есть. Зашел за спину Евгений Жирбаев. 3-0 ведет. Вот это да. Наверняка видели их встречу и на чемпионате России, да? Там тоже очень много баллов было разыграно до последнего. Такая очень упорная тоже схватка была. Ну, Жирбаев собранный сейчас. А Да. так он обычно Да. раскидывается, а здесь он собранно борется. Ну, они уже друг к другу привыкли. На ковре Б в синем трико представитель команды Бурятии Евгений Не Жирбаев. знаю, Сослан в втором периоде начинает темп поднимать. Призер чемпионатов России 2015. Там 4-2 уже проигрывает Наврузов. Победитель международного турнира Коркина 2015-2016 годов. Евгений Жирбаев. Ковер. Да, монгол Ты тоже. смотри, что монгол делает. 6-2. Еще один монгол может быть сейчас в финале. Да. У нас все призовые уедут в Монголию, видимо. Да. Ганбадорж, да? Батер-Дене. Вот это да. Сюрприз. Ну, Наврузов, он такой 4 балла. на 4 балла бросок сделал. Да. 6-6, да, счет? Да. Вот это да. Схватки. Одна краше другой здесь. В полуфиналах, конечно, это самые такое лучшие, что мы видели, да? Еще один балл Жирбаев. 4-0 ведет. Ты смотри, Сослан. Ничего не может сделать. А челлендж бросили монгольские. А там С монгольского угла, мне кажется, не надо 7, было, да? да. А там времени просто остается мало.
И еще 2 балла сейчас. Да, камня на камне, скажем, в первом периоде. 6-0 ведет. Но он тренировался, он готовился к нашему турниру, в отличие от Сослана, наверное, потому что, Ну да. да, у него подготовка целенаправленной такой не было. А Евгений, он готовился к нашему турниру. Я знаю, что он уже заранее знал, что поедет в Якутск и будет бороться, а для Сослана это Очень скорее собранно такой, борется, да. да, не внеплановая, скорее даже поездка была. Ну, молодец, Евгений, конечно, 6-0 в первом периоде, без вопросов выигрывает пока. Ну и настроен он, конечно, на реванш, да? И Ну да. такой мотив, он ведь дает силы тоже дополнительно, когда хочешь, когда чувствуешь, что ты можешь и должен, когда знаешь, что ты можешь его выиграть, да? Почему бы не здесь, не сейчас, когда в такой хорошей форме, когда есть возможность. 6-0 ведет Евгений. Да, сейчас. Ух ты! Ой, И еще 2 балла. Провалился. Да, как рискнул. взорвался Жирбаев. У него столько потенциала еще у него. 8-0, да. Но талант, конечно, безусловно, у Евгения. Действительно, может быть, чуть-чуть не хватало не хватает огранки, может быть, да. Но природный талант, безусловный, у Евгения Жирбаева. Но сейчас он и его путь это сколько прибавил, да, вот. Да. Очень действительно собранно вышел. Настроен был очень решительно на эту схватку. И ведет 8-0. Видимо, выиграет. Но счет, конечно, не скажу, какой будет, но Там монгол выигрывает, туше ложит. ничего себе. Там схватки, да, какие. Да. Ихтиор на обратный тянет. И 2 балла там, по-моему. 8-6. Выигрывает 10. Ихтиор, да? Да, монгол выигрывает Монгол. 10-6. Вот это да. Здесь все ясно. Здесь Сослан ничего не сделает. Уже, да, в принципе, ясно. Да. — 8-0 счет. 1,5 минуты еще. Да, не, Сослан выложился перед этой схваткой, видимо. Да, видимо, да. А монгол тем временем. Вот это, да, Бямбадорж. Вот это борьба, да? Да. Качели тоже. Ну, для Ихтиора тоже, конечно, не родной, скажем, вес, да? Но, тем не менее, 10-10. Не, 11-10. 11-10 в пользу монгольского Да. борца. И 12 секунд там еще остается. А здесь, ну, Евгений здесь Жирбаев ясно уже, спокойно да. все защищает свои баллы. Даже если отдаст там 1-2 балла, ничего страшного. Все, монгол вышел. Вот молодец. Да. Батырдене Бямбадорж. 5 финалистов. Монгол. 5 финалистов из Монголии. Да, это перебор. Да. Но они в борьбе все 10 выиграли. весовых. Да. Да, но они в честной и в борьбе выиграли. Ну, мы говорили о том, что они первыми номерами приехали. Ну Да, да. Они перед чемпионатом мира вот да, здесь есть. готовятся. Да. Молодцы. Ну и Евгений Жирбаев, его тоже приветствует публика. Любимец тоже местный. Выиграл у олимпийского чемпиона, это большая честь. Ну все, до финала. Да. Салтан Сергеевич, спасибо большое, конечно, за ваш экспертный комментарий. И ждем наших финалов. Опять же, повторимся, что Монголия прекрасно выступила. И сегодня мы видели прекрасные схватки. И ждем, конечно, финалов сегодня вечером. Еще раз, дорогие зрители, напоминаем, в 18:00 будет
открытие церемонии. Мы покажем его тоже в прямом эфире. И в 19:00 начнутся финалы, где мы увидим схватку наших якутских борцов. Ариана Тютрина в весовой категории 57 килограммов против Парвиза Ибрагимова из Азербайджана. И Виктора Рассадина против монгольского, еще одного монгольского борца, да, Тумур Чертулга. Ну и поздравим еще раз Евгения Жирбаева с этим успехом. Очень интересные финалы ждут нас и завтра, да, потому что завтра мы Евгения Жирбаева увидим в борьбе с Онурбатом Пуревжавом, который Нет, у здесь них там тоже еще, был. там еще они не могут разобраться. Кстати, да, там, Да. ну, посмотрим. В общем, нас ждет в любом случае очень интересные финалы и завтра, и сегодня. Никуда не уходите, приходите болеть, если есть возможность, сюда, в ЦСП «Триумф». С вами были Степан Посельский и Салтан Сергеевич Засеев. Спасибо. Всего хорошего, до встречи. Победу одержал Бямбадор.